Всем привет, это «Скажи Гордеевой». Этот выпуск мы задумали осенью 2021 года. Начали снимать в начале зимы 22-го и закончили съемки буквально в конце января. В начале февраля я все еще думала над сценарием, а потом все это просто потеряло смысл. Спустя 2 года нам показалось важным вернуться в то время, посмотреть на тогдашних себя и тогдашнюю страну и осознать, как идеи и смыслы, казавшиеся нам важными и значительными тогда, спустя 24 месяца в корне изменились или просто перестали существовать. Начать хотя бы с того, что директор старейшего российского благотворительного фонда помощи бездомным «Ночлежка» Гриша Свердлин, вот здесь на видео он учит меня лазать по питерскому скалодрому. Теперь объявлен федеральный розыск. После нескольких антивоенных выступлений Свердлин был вынужден уехать из России, перебрался в Грузию, основал там фонд «Идите лесом» и помогает дезертировать из армии и выезжать из России молодым людям, которые не хотят умирать и убивать за чужие идеи. Мы расскажем и о других переменах, произошедших с нашими героями, их делом и их мечтами. И все это благодаря вам, нашим зрителям. Без вашей финансовой помощи этот выпуск не мог бы быть закончен. Спасибо. Ну, здесь, я вам скажу честно, здесь многие квартиры лишились, кого-то опрокинули. Никто не застрахован, с любым человеком может это произойти. Крутим руками. Теперь назад. Давай так вот еще поделаем. Я так не буду делать. Я могу спину отвернуться от всех и попрыгать. Попрыгай. Вот так еще потянись. И вот так вот тоже. Ну, как он называется? Продольный, поперечный. Это поперечный. Поперечный, в общем, сколько можешь. Ну, аккуратненько, без... Да, ну, у тебя-то вообще... И, кстати, колечко тебе надо будет снять. Я, конечно, не могу представить себе человека, который по собственной воле приходит сюда и вот в этим цветным ракушечкам куда-то карабкается. Я не могу себе представить человека, который делает это в 10 утра, а так, в принципе, могу. А, ты же работаешь с бездомными, поэтому у тебя ночной образ жизни. Слушай, я просто сова, и поэтому у меня ночной образ жизни. Значит, смотри, в скалолазании главное мозг. Главная техника, не сила, а техника. И главное – это использовать силу ног. Потому что ноги, даже если там на одной руке подтягиваешься, у тебя все равно ноги гораздо сильнее, чем руки. И, соответственно, всегда смотришь на ноги, ну, то есть не делаешь вот как-нибудь так, а смотришь, куда ставишь ногу, потом смотришь вверх, куда браться рукой, потом снова смотришь, куда ставить ногу и лезешь. А тут, видишь, мягко, тут сюда можно спрыгивать. Мы вместе полезем же наверх, Да, полезем. чтобы беседовать. А вот ты когда лезешь, ты можешь о чем-нибудь думать таком деловом? Если очень надо, то могу. Но вообще-то, конечно, думаешь, как бы отсюда не ебнуться и как бы взять следующую зацепку. И это такой способ избавиться от шума в голове. Я узнал, что есть некий ночной автобус. Взял телефон координатора этого самого ночного автобуса и в каком-то мохнатом 2002 или 2003, уже не помню, году поехал в рейс. Причем уже тогда было заведено, что первый рейс какой туристический, то есть смотришь и ничего не делаешь, и примеряешь это все на себя. Но мне как-то было скучно, и я пролез к поварешке и раздавал суп. Надо сказать, что это мне повезло, потому что дальше очень долго я оставался за бортом,
том смысле, что мальчиков ставили, ну и сейчас по-прежнему в основном так, что девушки раздают еду, а парень стоит снаружи. Парней-волонтеров обычно меньше. Ну и там следит за порядком в очереди, там раздает ложки. А, конечно, раздавать суп веселее, чем раздавать ложки. Я до сих пор не понимаю, как это работает. Я там лет 7 раз в неделю ездил волонтером вот, в ночном автобусе. И очень часто ты такой, типа, конец рабочего дня, ты с 9 работаешь в банке. Работаешь, думаешь, черт, опять я записался, ночной автобус, что-то вообще-то хочется как-то пойти книжку почитать или там с друзьями. Снова ехать, лень, не выспался. Приходишь безо всякого энтузиазма. Потом вроде как ничего не делаешь, несколько часов раздаешь людям еду. И понятно, что они бы и без тебя, как бы кто-то другой бы нашелся, кто им бы раздал еду. Но потом там в 11 вечера уходишь гораздо более радостный, чем был. И что произошло в эти несколько часов, непонятно. А что, парням до сих пор так и не дают суп разливать? Ну нет, иногда дают. А теперь можно уже и служебным положением пользоваться. Как бы. Вы вот сколько раз в неделю вы ездите? Раз в неделю, но бывают перерывы, что месяц не езжу, например. Вот я В ночном автобусе есть правило, что не чаще раз в неделю можно выезжать. Чтобы не втянуться? Ну, чтобы не перегореть. А мне тоже такую курточку дадут? Конечно. Вообще. Так вообще в 3 слоях. Да, я опытный волонтер. Знаю, зимой всегда адски холодно. А я еще думала, надеть теплые сапоги или тонкие сапоги. Не, ну мы тебя посадим в кузов на раздачу. Холоднее всего вот как раз стоять снаружи, да, командовать очередью. На самом деле суп – это классное место, потому что если мерзнут руки, можно окунуть их в суп или в чай, там подержаться за горячую тарелку. Четыре точки. Это одни и те же стоянки из месяца в месяц. Люди знают, что в это время 5 дней в неделю приедет автобус. И подходит к этому времени. У нас 2 стоянки на юге города, потом Васильевский остров и последняя стоянка относительно недалеко от Черной речки. А как бездомные по всему городу узнают, куда им приходить? Во-первых, сарафанное радио, то есть народ нам рассказывает, что типа нескольких дней обычно на улице достаточно, чтобы люди услышали про ночлежку. Плюс у нас есть листовки, которые можно прямо с сайта скачать, распечатать и носить с собой, чтобы отдать человеку, потому что зачастую как бы людям неловко там с бездомными разговаривать, а отдать листовку, самое простое, что можно придумать. Ну и в принципе той проблемы, что люди про нас не знают, редко такое бывает. Я вот сейчас вспомнил, была душераздирающая история, даже мое черствое сердце как-то проняло. Приходит к нам в пункт обогрева старушка такая за 80 и дочка ее за 60. И ночуют там, ночуют. Потом они, значит, дежурному, как-то уже проникшись доверием там на какую-то энную ночь, рассказывают, что они хотели свою двушку поменять на однокомнатную с доплатой. Им там что-то улыбчивые какие-то обаятельные молодые люди что-то показали, куда-то их свозили, они что-то подписали. А потом приходит судебный пристав и просто говорит: давайте отсюда. В общем, их обманули. У них откуда-то, как наследство, им досталась какая-то 4 «Жигули». Они, значит, в этой 4 ночевали всю осень. И как-то соседи их подкармливали. А потом зима, и они стали уже дубеть в этой 4. И только тогда они как бы узнали про нас, пришли в пункт обогрева. И дальше мы как бы переселили их в приют, когда места освободились. И уже стали этой историей заниматься и добились, чтобы отменили эту мошенническую сделку. Что редко довольно получается. Ой, вот так вот. Да, чем вы болели? Я, кстати, тоже болела. Давайте, девушки, вперед. Мужики за ними. А вы Тушенкой. хлебушка хотите? Черный, белый? Могу и черный, и белый. Берите, пожалуйста. Галечка, берите и отходите, пожалуйста. А мне немножко. Немножко. Это сверху, мне не съесть. Вот вам полпорции. А ложку забери, солнышко. Я вообще каши не ел.
Здравствуйте, пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Хлебушка будете? Да, можно. Спасибо. Пожалуйста. У меня не полный. Хорошо. Пожалуйста. Хороший. Там на двоих, там у нее муж еще. Дима, иди сюда. Шагай вперед. Девочки, а масочки будут? Да. Будут, да. Ага. А можно еще половиночку такой? Да, конечно. Вкусный? Когда я вас допрашивал по поводу убийства директора рыбзавода. Вы сказали, что... Битлз — это космос, целый космос. А у Битлз какую вы песню любите? Ну, может быть, «Hey Judy». А еще «Пастор Маккензи». У них классная, знаете, такая. Но теперь ведь очень серьезные эти симфонические оркестры играют их вещи. Как Рахманинов и Вагнер какой-нибудь. А вы здесь на чем слушаете Битлз? Интернет у меня есть в телефоне. А, на телефоне? А когда-то, это уже было начало 70-х годов, я слушал BBC постоянно. Я служил на флоте, так, между нами говоря, в радиоразведке. И приходилось эти вот, все каналы слушать. Это работа была моя. И каждую неделю 1,5 часа была такая передача «The Beatles Story». Ну, вот история Битлз. А когда вы где-нибудь в Ирландии находитесь, и BBC, там слышно, ну вот, знаете, как будто вот в студии сидишь. Еще я бывал, вы знаете, в Бискайском заливе. А что вы там делали? Проходил мимо. Я служил на флоте когда-то, в военном флоте. И в те годы война в Вьетнаме была, и вот приходилось... Бискайский. Я даже не знаю, где это. На западе Франции это залив, который в океан выходит. Это самые штормовые края. Там несколько течений сходятся, и там постоянно шторма. А откуда вы родом? Ну, я родился в раю. Знаете, на Черноморском побережье Кавказа такой городок есть, Сухуми. Вот я там родился и вырос. Семья оригинальная была. У моей мамы покойной в трудовой книжке было написано «домохозяйка». А папа трудился, денежки зарабатывал. А кем он был? Официально, может быть, столяр, краснодеревец. Судьба такая вроде бы складывалась неплохо, но потом все кувырком пошло. В какой момент все пошло кувырком? Когда, будем говорить, вот началось кооперативное движение в СССР, там все такое прочее, когда можно было, ну, как бы, работать уже на благо общества, вот такого узкого какого-то. Это 80-е, 90-е? Да, конец 80-х годов. Кстати, вот в Москве были 2 популярных человека, теперь их нет, царство им небесное. Иван Кивелиди и Артем Михайлович Тарасов. Вот такие, не помните? Мы выросли вместе, учились в одной школе. Даже с Артемом Михайловичем мы в соседних домах жили. Ну, знали неплохо друг друга. Вот это кооперативное движение, может быть, что-то там меня переменило. И я стал кооператором, а затем стал вольным стрелком таким. Чем вы занимались? Консультировал собирателей книг, коллекционеров, графики, какой-нибудь тонкой. Вы были богатым человеком? Среднебогатым. У вас была жена? Официально 1. Дети? Ну, приблизительно 6. Это которых я знаю. Так. И где вы жили? Где Бог даст, где хотел. Угу. На дачах жил. В квартирах жил. Оставлял, когда уходил. Женщинам, детям. Хорошо, Александр Сергеевич, у вас до 2017 года хватало денег, чтобы жить самому и обеспечивать своих детей? Дети к тому времени уже взрослые были. Какую-то помощь оказывать, да, хватало. А обеспечивать я практически контакта не имел. Ну, себя хватало денег обеспечивать?
На икорку с лимончиком хватало. А работа у вас тоже была, получается? Ну, дело свое. У меня не было твердого какого-то там оклада, ставки, да. Я имел то, что я зарабатывал. Вот что я мог заработать? Тем, что вы консультировали в антиквариате. Конечно. Документы у вас были? Нет, вот документов нет. Такие времена были, когда можно было под честное слово сделки делать. Я мог по телефону позвонить знакомому и сказать: ты не мог бы там денежки, которые тебе перечислят безналично, мне потом там их отдать наличными деньгами. Ну, как купеческая сделка, знаете, вот раньше совершалась. По рукам ударили и все. На самолетах вы летали? Нет. На поездах ездили? В то время можно было на поезде ездить без документов. На автомобилях я ездил. Бывало дело даже, что на грузовых автомобилях я передвигался. Удобно было. Я ни от кого ничего не скрывал. Понимаете, вот сейчас пытаются восстановить мою личность. Так, да. Так называемую. Все системы, вот, все комитеты, все там МВД и прочее, они все свои архивы поднимают, а ничего не могут найти. Мне много раз говорили: как вы жили, где вы жили, что вы делали? Я говорю: да я ничего не делал того, что вам было бы интересно. Подождите, вот вы жили после Сухуми, вы родились и выросли в Сухуми. Да. Там вы закончили школу. Да. Потом вы служили во флоте служат в Советском Союзе 3 года. Да, на флоте. В 21 год вы куда поехали? Сюда. В Петербург сразу? В Ленинград тогда? Да. Понимаете, в самой ранней молодости я вот тут ходил в такое кафе, очень популярное в свое время Сайгон, где были всякие там мечки, люди, которые инакомыслили. Мне сказали так: ты получишь диплом только в том случае, если ты будешь там с органами в близких контактах. Я говорю: я этого не умею, и я не готов. Ну, не готов, значит, отдыхаю. Потом я уехал. Куда? Вот на БАМ и прочее, подальше отсюда. Ну, когда вы на БАМ поехали, у вас паспорт был? Да, конечно, безусловно. А что случилось потом? Я около 2 лет был слепым. И когда я ослеп, у меня была полнейшая катаракта. Абсолютно ничего не видел. Кусочек света одним глазом. Вот яркого солнечного света я ощущал одним глазом. И в это время все развалилось, все переменилось. И ну, кому я нужен? Слепой, одинокий старец. Вы знаете, тогда была аббревиатура БОМ-ШЗ, но я был такой домашний бомж. Я жил в квартирах, на даче жил, в домиках там каких-нибудь. Я мог ночевать вообще в антикварном магазине у своих знакомых. И это месяцами вот так я мог. Вечером приходил, утром уходил. И все. Меньше, чем за полгода я потерял зрение. И добрые люди вот приютили меня вот в эту систему ночлежка. Они мне сказали: Александр Сергеевич, мы постараемся вам сделать операцию. И вот в шикарной частной клинике мне сделали 2 бесплатных операции на оба глаза. И вот теперь я читать только в очках мне приходится, а так я вот вижу нормально все. А паспорт? Паспорт в процессе восстановления. Понимаете, у меня такое сложное положение, что мне гражданство надо сначала восстановить, а потом только паспорт. У нас сегодня люди с камерами. Если кто-то не хочет попадать, не попадайте. Не снимайте. Не надо. Это, скажи, Гордеевой есть такое. Так, смотри, его нужно помешать со дна. Он просто каждый раз разный бывает. Прям вот пускаю. Да. Нажористый. У меня вообще влезает 2 паломника, но смотри, как удобно тебе держать. Там, кажется, 2 тарелки попало. Девушки, вперед, проходите. Вам какой хлеб? Серый, черный, белый? Вот. Девочки, накрошите мне, пожалуйста, хлеба прямо вот туда. Потому что у меня не получится. Да, повидим. А что с рукой? Сломал. Что случилось? Подскользнулся, упал. Когда снимут? Через месяц, говорят. Черный? Может быть. Ну,
Держитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Хлеб белый устроить? Машунь, 5 термосов еды у нас, если что. Хорошо. Сортировка в приоритете, можно побольше. Хорошо. Я знаю, что это нереально. То, что я не вижу детей, и они, может быть, не хотят со мной общаться, в этом виноват только я один. И я эту ситуацию довел вот до такого состояния. О чем-то мечтать и навязывать себя, и там еще что-то, это... Я не готов к этому. Абсолютно. Я понимаю, что надо как-то пытаться двигаться еще, но вот нереальные мечты в моем понятии это немножко несерьезно. В мечтах, вот когда ночью я иногда просыпаюсь, смотрю наверх, и я могу видеть звезды, там, Марс какой-нибудь яркий. Могу представить себе. Но это только вот ночью в мечтах. И все. Потом утром я просыпаюсь, и уже реальная жизнь совсем другая. А в реальности что вы видите над собой, когда просыпаетесь? Хмары. Вижу. Тучи. Такие старцы, которые уходили жить там не то что в келье, а они вообще могли в шалашике жить. Уходили от мира, они в свое время могли быть лихими гусарами по жизни. А мне вот думать там о чем-то хорошем, о чем-то светлом, вот такую келью, может быть, Бог дал. И ничего тут такого страшного нет. В моем понятии. Значит, так где-то там решают. Кем ты мечтал быть в детстве? Я мечтал лежать на диване и читать книжки. Собственно, и продолжаю мечтать об этом. И у тебя не получилось? Нет, редковато как-то выходит. Почему ты пошел на экономический? Потому что я медленно взрослел, и в возрасте 16 лет, когда мне надо было поступать, а я еще экстерном заканчивал 11 класс, я не понимал, что с собой делать, и вообще никуда мне особо не хотелось идти. Но при этом у меня был папа, который из инженеров превратился в бизнесмена в 90-е, и я решил, что, буду как папа, там разберусь. Выпустившись из университета, ты пошел работать в банк. Я еще даже не выпустившись уже работал в банке и даже сделал стремительную карьеру. Мне уже, когда я уходил, там в 21, по-моему, год предлагали место начальника отдела пластиковых карт, что для 21 года и банковской сферы, в общем, неожиданно. Но я уже понимал, что это не про меня. А что вот там было не так? Очень формализованная, иерархичная, зажатая структура. В этом есть логика, потому что ты имеешь дело с большими деньгами, большая ответственность, много регламентов, много согласований. Но это был еще банк, который сделали бывшие военные, и поэтому там совсем банковская сфера накладывалась на армейскую. И мне, конечно, там было тесновато. И это, конечно, было не мое, и потом я в какой-то степени нашел то, что мое, потому что вот я дальше был там бренд-менеджером, директором по маркетингу. Это, более творческая и свободная такая уже работа, и там мне было веселее. У меня был такой паттерн, что я устраивался на работу, на хорошую зарплату, мне было интересно какое-то время, потом мне становилось скучно, я откладывал деньги, и потом я увольнялся, и лазал по горам, путешествовал, лежал на диване, читал книжки. И у меня заканчивались деньги, я устраивался на новую работу. А ближе к 27-28 мне как-то стало понятно, что вообще-то жизнь короткая. Моргнешь, и тебе уже там помирать пора. Съела мои любимые ягоды. Колбаснику, буженику и шашлынику. А я правильно понимаю, что вы помните про себя последние 25 лет? Да. 3 июня будет 26. С какого момента вы помните? Как я проснулась в поезде Москва-Санкт-Петербург.
Вот это мое было рождение, собственно говоря. И сколько вам было лет в этот момент? Ну, как потом выяснилось, 34 года. Но это, я думаю, может быть неправдой. Угу. Просто потому, что человек не может жить без личной истории. Я пошла гулять по городу, но у меня уже было вот это желание умереть, потому что я уже увидела, у меня там целая сумка этих таблеток. Ну и потом, набродившись, у меня любимый Казанский собор мой, села там на скамеечку, и где-то в 4 часа дня вдруг ко мне подошли... Нет, просто место рядом освободилось на скамейке, и подошли 2 мужчины. Вот один был такой весь, голубые джинсы, голубая рубашка от Валентина, голубая борода седая, голубые волосы, голубые глаза. Все, просто это было любовь с первого взгляда. Он спросил, можно присесть? Я говорю, да, ради бога. Он сказал, какой приятный голос. И, наверное, серые глаза. А я была в очках черных, да. Я сняла, он сказал, я угадал. Давайте познакомимся. Я сказала, что я не помню, как меня зовут. Просто не помню. И не знаю, и кто я, и что я, и откуда. Потому что у меня какое-то странное состояние. И он так сразу просто включился и говорит, это ничего страшного. Это все можно исправить. Я ему сразу поверила. И, в общем, собственно говоря, вот у него была квартира на канале Грибоедова, 3-комнатная, в районе Сенной площади. Был художник-самоучка. Он вырезал по дереву. Очень потрясающие у него были такие маски. И сколько вы с ним прожили? 14 лет, 7 месяцев и 21 день. Это вот мой муж, Александр Васильевич Красота. Потрясающий человек. И за это время у вас не было никаких документов? А откуда у меня возьмутся документы? У меня сняли отпечатки пальцев. То есть дактилоскопия, все нормально. И я все время говорила, может, я убийца, может, я грабитель, может, я какая-нибудь мошенница. Как оказалось, пред Богом и людьми я чиста. И нет у меня никакого темного прошлого уголовного. А вот те 14 лет, когда вы жили, вам не хотелось что-то восстановить? Это невозможно. Меня нет. Потом я была так счастлива. Мы так любили друг друга. Какой-то прям «Мастер и Маргарита». Это было нашей любимой книгой с Сашей. Мы ее читали по ролям. У меня культурная память сохранилась, и я, взяв в руки книгу, тут же понимала, я ее читала. Кроме того, конечно, кино, литература, музыка. Вот Борис Борисович мне был знаком изначально. Я не знаю откуда. Но он был моим любимым уже тогда. У нас с Сашей сошлись вкусы. Он тоже любил аквариум. Кроме того, Майка Науменко, конечно же. Я попала в такую атмосферу творческой интеллигенции, собственно говоря. То есть были и музыканты, и поэты, и художники, конечно же. Правда, сейчас уже иных уж нет, а те далече. А что теперь на этом канале Грибоедова, вот в этом дворце? Там сейчас живет дочь. Его? Да. Когда Сашечка ушел к Богу, то приехала дочь, и я освободила, собственно говоря, ушла. Все. Куда вы ушли? У меня была подруга, и мы с ней вместе снимали квартиры. Жили в разных местах, но в 19 году она уехала в Израиль. У нее там есть муж, в общем, у нее все нормально. Вот год я, собственно, прожила одна, но это был не самый хороший год. У нас сложно в Санкт-Петербурге прыгнуть с моста, потому что высокие парапеты. Я долго ходила, изучала. И вот вдруг попала на яхтенный мост. Я долго там сидела, молилась, попивала бальзамчик. И дождалась, когда все, наконец, велосипедисты, бегуны, самокатчики проехали по этому мосту. И вот я пошла, все, перебралась через парапет, увидела уже эту черную воду. Меня уже так затягивать начало. И тут вдруг появился этот добрый самаритянин, дай бог ему долгих лет жизни и здоровья. Иоанн, да.
начал со мной разговаривать. В итоге он меня вытащил просто оттуда, потому что я бы сама назад уже не перебралась. Вот. Потом мы с ним пошли, попили кофейку. Потом он привез меня в ночлежку. Здесь мы встретили Костю, вот, водитель ночного автобуса, замечательный человек. Он сразу мне дал целую сумку каких-то там вкусняшек. У нас соцработники, они все ангелы на самом деле. Здесь нормальный человек не сможет, не выдержит. Потому что такой груз вот этих боли и бед люди приносят сюда, что тут надо быть просто вот ангелом. Таисия Александровна, такая чудеснейшая. Но женщина, для меня она девочка, конечно. И вот с тех пор я здесь живу. Меня нет, я привидение, призрак, даже в полиции мне так сказали. Что вообще в России проще? Потерять идентичность своей личности документальную или обрести ее? Если мы говорим про какую-то, например, государственную машину, то это вообще отдельная история, это очень жутко. Они не нужны, совершенно не нужны. Домашнему человеку очень сложно представить, что происходит с бездомными людьми. Для нас вроде как это просто встать, там, умыться, поесть, отправиться на работу, поработать, уехать домой. А для бездомного человека, у которого сейчас нет денег, например, на дорогу, он просыпается в приюте, в 8 утра ему нужно оттуда выйти, до 8 вечера ему нужно где-то ходить, ему нужно найти еду. Это превращается в какой-то квест, и все жизненные силы уходят на это. И поэтому без профессиональной помощи и поддержки человеку безумно сложно еще представить, что к этому квесту добавится то, что нужно будет отстаивать свои права, не знаю, в паспортном столе, отстаивать свое право на то, что он, если ему там пожертвуют жетон, на то, что он может войти просто в метро, чтобы доехать до душевого пункта и помыться там. Это очень большое усилие. Во-первых, признать, что ты находишься в сложной ситуации. И вот это вот даже убеждение, что вот ты здоровый мужик, у тебя есть руки, ноги, иди работай, оно и против них тоже работает, потому что человеку очень сложно прийти и попросить помощь. Благотворительность, очевидно, не то место, где мужчина может заработать деньги. И это очень странно, что молодому человеку там, до 30 лет приходит в голову пойти в благотворительность. Если ты поговоришь с моими коллегами, с нашими волонтерами, это же в основном люди, которым 25, 30, 35 лет. Ему хочется уже что-то такое делать, что принесет пользу другим людям. Это же, слушай, я вот пришел как-то на работу, у меня на столе лежит записочка и 5000 рублей. А в записочке написано: «Спасибо большое, вы мне в свое время очень помогли». Без подписи. Я не знаю, от кого эта записочка. Ты на что можешь это променять? Это какой-то такой наркотик со смыслом. Друг дал попробовать. Смотри, вот ты говоришь, что ты любишь Европу. Любишь путешествия. Но твоя первая зарплата в качестве координатора пункта обогрева была 20 000 рублей, если я ничего не путаю. Да, точно. Я пришел, на зарплату 20, соцработники наши тогда 14 получали, Зоя получала 30. То есть мы все примерно в одной были лодке. Полгода спустя Зоя уехала как раз в Европу жить, а коллеги меня выбрали директорствовать. Ночлежка – один из немногих тоже таких в России органов, где руководителей по-настоящему выбирают. И тебя выбрали. Да. Ты был готов к этому? Я 2 недели раздумывал, а надо ли мне вот это все, вот весь этот бардак и вот все эти низкие зарплаты, текущие потолки, грибок на стенах, полприюта бухает. Все было не слава богу. Я 2 недели раздумывал, готов ли я вообще быть избранным. Там других желающих-то не было. Но из причин, почему я решил все-таки делать не свое, а оставаться на ночлежке, потому что к тому времени это была организация с 20-летней историей. И, если помрет, то было бы очень жалко. 9 лет назад началась история с иноагентством, которое сперва вообще-то должно было касаться благотворительных организаций. Оно и касалось, и касается. И многие прекрасные благотворительные организации признаны иноагентами, что, мне кажется, возмутительно совершенно. Мне кажется, что мы должны об этом говорить, потому что
если бардак и беззаконие будут нарастать теми темпами, какими они нарастают, то и мы все будем в опасности и уже в ней, и наши клиенты будут в опасности. Поэтому надо говорить. Кроме этого, ты завсегдатый митингов и акций протеста в Петербурге. Слушай, это уже мое личное дело. Это не имеет отношения. Ты директор благотворительной организации «Ночлежка». Это же не значит, что я не имею права на частную жизнь. Очень часто руководители благотворительных организаций говорят, что я не могу позволить себе высказываться по вот этому и вот этому поводу, потому что за мной организация, которая помогает людям, и я не могу их всех так подвести. Если мы оказались в ситуации, что высказывание руководителя благотворительной организации на какую-то социальную и жизненную тему подставляет организацию, то тем более надо говорить, камон. Мы до чего тогда должны дойти, чтобы начать разговаривать? Если из-за моих действий пострадает организация, это всегда будет на моей совести. А если я промолчу в ситуации, когда, с моей точки зрения, нельзя молчать, то это тоже всегда будет на моей совести. Будь проклято государство, которое нас ставит перед таким выбором. А питаться мне на что, сами понимаете? Нет, там не кормят, там... Ты часто задумываешься о том, чтобы уехать? Иногда, не часто. Не хочу никуда ехать. Что должно случиться, чтобы ты уехал? Не знаю. Если например, Россия сейчас на Украину нападет, может быть, я тогда уже пойму, что я не могу, что вы, сукин, не на мои налоги будете это делать. Предыдущее интервью заканчивалось моим вопросом о том, что должно случиться, чтобы ты уехал из России. Да, я потом не раз вспоминал этот эпизод. Я не спрашиваю тебя, что случилось, но я хотела бы спросить о том, как ты принимал решение об отъезде. Я думаю, что это с большим запасом самое тяжелое было решение в моей жизни, хотя их хватало, тяжелых решений. И я никуда не собирался уезжать, все равно была какая-то абстракция. Потом началась война, я, конечно, уже 24-го стоял на Невском в одиночном пикете, и в следующие дни и написал себе на куртке во всю спину «Нет войне». И я в какой-то момент понял, что довольно скоро уже мое везение закончится и за мной придут. Я, с одной стороны, не мог заткнуться и не считал это правильным. Нельзя молчать в такие моменты. Это какое-то предательство собственной личности. А с другой стороны, не мог подставить организацию, которая совершенно не должна была пострадать от моих каких-то политических взглядов, потому что «Ночлежка», в общем, вне политики, она не должна подвергаться риску из-за того, что ее директор за что-то или против чего-то. И я несколько дней у меня совершенно взрывалась голова, а потом я понял, что, по сути, выбора нет, что молчать я не могу, подставлять «Ночлежку» я не имею никакого права, и, значит, надо просто увольняться и уезжать. И я поговорил с родителями, поговорил с коллегами, сел в машину и быстро уехал, потому что действительно, мне, по крайней мере, так люди, вхожие в эти силовые кабинеты, говорили, что это вопрос 1-2 дней, и надо сваливать. Поэтому я уехал на машине через Эстонию, а дальше месяц добирался на машине через всю Европу до Грузии. У тебя был план, куда ехать? Да, я уже когда сел в машину, понял, что я собираюсь в Грузию. Потому что я люблю Грузию, у меня бабушка из Грузии, здесь уже к тому моменту было много друзей, была моя сестра со своей дочкой. Как тебя здесь встретили? Ты знаешь, очень часто меня спрашивали все эти месяцы, а как относятся к русским. Ты ехал на машине с русскими номерами. Все вот это бла-бла-бла. Да, и я здесь ездил потом еще пару месяцев на машине с русскими номерами. В общем, к русским здесь относятся лучше, чем в России, я бы так сказал. Ни с какой русофобией я не сталкивался на этой моей машине. Я слышал какие-то истории, что где-то там кого-то таксист высадил, но ни со мной, ни с моими друзьями ничего такого не происходило. На самом деле грузинам спасибо огромное, потому что ужасно открытые, приветливые, дружелюбные люди. Я въехал сюда, мой сосед Томас при знакомстве сказал мне, что, мол, добро пожаловать, если нужно деньги одолжить, то стучись. А моя соседка Тамрико, тут такой как ты видишь, грузинский дворик, и все друг друга знают, она мне принесла тортик. Постучала просто и принесла тортик на тарелочку. Гамарджоба. Гамарджоба. У тебя не возникало мысли о том, что ты можешь перестать выступать? Ты же сказал один раз, что ты против войны.
вроде как этого достаточно, но ты останешься, и ты продолжишь свое дело, которому ты посвятил такое количество времени и сил. Это же благотворительность, ты же не оружие производишь. У меня возникал такой соблазн. И мне кажется, что отчасти я этому соблазну поддался в 2014 году, когда я тоже, собственно, на том же самом месте стоял в одиночных пикетах. И тогда, кстати, было гораздо тяжелее стоять в этих самых одиночных пикетах, потому что в 2014 году было ощущение, что ты просто против ветра прешь. А в 2022 году, наоборот, конечно, весь Невский поддерживал. Да? Кроме ОМОНовцев, которые мимо, бегали взад-вперед, меня почему-то не хватали. В общем, в 2014 году я тоже, конечно, не раз выходил и не два, но в какой-то момент я заткнулся, и решил делать свое дело. В этот раз, нельзя уже было затыкаться совсем. Я бы совсем как-то перестал быть собой. Данил, небольшой дисклеймер. Когда мы год назад начали снимать этот фильм, директором ночлежки был совсем другой человек. Да и в московском отделении ночлежки все было совсем не так здорово. Давай мы попробуем этот год ретроспективно обсудить и потом уже перейти к планам. Когда Гриша сказал, что он уходит, и он не будет больше директором ночлежки, он созвал, собственно, собрание членов организации, что он должен был сделать по уставу, и предложил выбрать нового руководителя. Он предложил, чтобы этим руководителем был я. Коллеги поддержали, за что им спасибо большое. Ты понимал, что такое назначение избрания отрезает тебе возможность уехать из России? Да, я понимал. Это было сложное решение? Нет. Почему? Потому что, во-первых, я очень верю в то, что делает ночлежка. Мне кажется, что мы очень нужны. Мне кажется, что, возможно, сейчас мы стали нужнее, чем когда-либо. Ночлежка должна быть таким островком гуманизма, из которого, возможно, где-то в будущем что-то прорастет, и той точкой, из которой, возможно, чего-то дальше лучше начнется. Такая точка стабильности в мире, который разваливается на части. Мы понимаем, что мы, конечно, работаем для себя. Нелепо говорить, что в благотворительности работают люди, которые пришли сюда рвать рубаху на груди, и они, значит, готовы отдать последние сапоги для того, чтобы всех спасти. Это, конечно, не так. Это решение каких-то внутренних историй. У каждого какая-то своя мотивация, и он решает, зачем он продолжает делать то, что он продолжает делать. Но эта позиция директора накладывает на тебя обязательства, в том числе держать язык за зубами, не участвовать в политических или гражданских активностях. Вообще мы всегда говорили, что сотрудник ночлежки может вне своего рабочего времени быть обычным человеком. Может иметь свое мнение, может говорить, может каким-то образом демонстрировать свою позицию так, как ему кажется важным, потому что нельзя прорастать организацией. С другой стороны, кажется, что сейчас все работает немножечко иначе. И ограничения существуют, и ограничения наложены. Собственно, это, наверное, такой выбор, который приходится принимать. Есть те, кто еще не брал суп? Подходите, пожалуйста. Здрасте, белый, черный? Угу. Сейчас люди поедят, подойдут за добавкой. У нас сегодня 5 термосов супа, народу немного, поэтому, может, даже удастся с собой дать. А кто не ел, подходите, пожалуйста. Добавку будете, ребят? Давайте, доедайте и за добавку подходите. Подходите за добавкой. Тарелочку выбрасывайте, пожалуйста, ложку оставляйте. Да, оставляйте, нальем. Так, кто опоздал, без очереди подходим, потому что все уже поели. Я помню, когда меня пригласили сюда в ночлежку, я написала эссе. Как я отношусь к бездомным людям, что я вообще про них думаю. Когда я села писать эссе, у меня в памяти всплыл момент. Я из деревни маленькой, из республики Коми. Мы с мамой поехали на нашу местную свалку, чтобы отвезти там какой-то мусор. Мама, по-моему, тогда была беременная, и мусор был какой-то такой, крупногабаритный. И мы приехали туда, и я так немного растерялась. А как мы это все будем вывозить? Там машину здесь оставили, это надо все нести. Мама сказала, сейчас я, там кого-то позову. Она позвала мужчину, который жил там на свалке.
Она принесла в банке ему суп и какие-то блинчики. Он помог нам вывести вещи. У меня было очень много удивления. Мне сколько лет? 10, наверное, было. Мама сказала, что люди, в принципе, не отличаются ничем друг от друга. Ну да, у него там в жизни что-то произошло, и да, он вот так живет. И она мне рассказала историю. Какая-то ее подруга увидела мужчину, она жила одна. Жить женщине одной в деревне достаточно сложно, потому что у всех частный дом, у всех там какое-то хозяйство. И она помогла этому мужчине восстановить документы, приобрести какой-то такой социальный хороший вид. И через какое-то время они поженились. И у меня, наверное, никогда не было прям такого барьера, что я вот такая, да, потому что у меня там есть дом, родители или там еще что-то, а вот эти люди, они другие, они там чего-то недостойны, нет. Я думаю, что любой человек может попасть в какую-то сложную жизненную ситуацию, вне зависимости от его уровня дохода, от того, какие у него отношения с родственниками, потому что сегодня у него хорошие отношения с родственниками, что-то случается, и завтра у него плохие отношения с родственниками. Он совсем один, и ему приходится как-то жить эту жизнь. К нам обратились прямо на 30% больше людей, чем годом ранее. Причем это такая равномерная история для Москвы и для Петербурга. И 30% сверху – это достаточно много, потому что ресурсов у нас больше не стало. Соцработники имеют в сутках тоже количество рабочих часов, но количество клиентов, конечно, возросло, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что клиенты меняются. Впервые за долгое время изменилась главная причина бездомности. Последние годы основной причиной был переезд в поисках работы. Причем это внутренняя миграция. То есть человек приехал из Смоленска в Например, Петербург. да. И долгие годы это была основная причина бездомности. В 2022 году эта причина соскочила на 3-е место, и вместо нее основной причиной бездомности стала потеря работы. Второй причиной, самой популярной причиной стала невозможность оплачивать жилье. Следовательно, мы говорим в первую очередь о тех людях, которые уже устроились, уже имели работу, но потеряли ее. Экономическая ситуация показывает, что огромное количество людей, к сожалению, работу потеряли. А даже по обращениям мы видим, что мало у кого есть какой-то запас денег, который позволяет им продержаться вот этот, возможно, короткий или не очень короткий момент отсутствия работы. То есть часто люди живут действительно от зарплаты до зарплаты, и потеря работы здесь и сейчас может быть критичной. Человек потерял работу, и он уже элементарно не может заплатить себе за квартиру. Но социально это получается на уровень выше, да, чем те, которые ехали в большие города за поиском работы. Да, здесь мы, наверное, говорим в большей степени про тех, кто чувствовал большую, наверное, стабильность, но все равно оказался на улице. Это первая такая важная история, такого не было давно. С другой стороны, есть важная штука про стаж бездомности. За последние годы стаж бездомности у тех клиентов, которые обращаются к нам, был довольно высок. Он был в пределах 6-8 лет. И тут мы видим, что стаж бездомности резко упал. Для тех, кто в целом обратился, возраст упал с 8 до 6 лет. С тех, кто обратился первый раз, с 4 до 2. Казалось бы, надо радоваться. Чем меньше стаж бездомности, тем лучше. На самом деле это работает не совсем таким образом. Мы посмотрели подробнее, мы увидели, что вот это резкое падение произошло за счет того, что к нам обратилось огромное количество людей с очень-очень маленьким стажем бездомности. Месяц, 2, 3. Тех, кто попал на улицу только-только. И они на самом деле составляют основную массу вот этого прироста, вот этих 30%. Это, конечно, другие люди. И людям в первую очередь нужна какая-то помощь с трудоустройством. Людям нужна помощь с восстановлением документов, так же, как и раньше. Не ту страну назвали Гондурасом. Не ту. Вот мы, когда будет возможность, поедем в Аргентину. Вот. Обязательно. В 2012 году я снимался. 10 лет я назад. снимался в этом многосерийный фильм. Куприн, вот. Там Михаил Пореченко в главной роли, это в массовке играл. Шеф говорил так: 4 часа сна в сутки — это очень много. Я помню, у него выходной выпрашивал где-то 1,5 или 2 месяца. Он мне то его дал с 10 утра до 4 дня. Все. То есть вот под сценой спишь, вот, где вот в машине спишь, везде, где только можно, то есть, ну, потому что так было. Ну, там было, как, оклад был хороший, тогда был 270 тысяч. В нашей жизни сейчас пить нельзя. В такой жизни тем более. Так не знаешь, куда себя девать. Если бы не ночлежка, где бы вы сейчас были? На том свете. Однозначно.
Просто сейчас со мной работает психолог, очень хороший человек, Александра. И она мне очень помогла и дала много инструментов для того, чтобы вот бороться с этими мыслями, моими суицидными. Потому что у меня это серьезная штука такая. Это меня время от времени накрывает. Ну, она мне сказала, вот как только у вас появляются суицидные мысли, Ольга, значит, вам очень больно. Помните об этом. И боль же она проходит. А можно лишить из-за этой боли себя жизни. Она сказала, что все мои проблемы с детства. И любить эту маленькую девочку внутреннюю, которая там внутри, Олю, вот она меня тоже научила этому. А у вас его фотографии сохранились? Конечно. О, покажете? Это он сделал, а я расписала. И моя идея, мы на ткани это солнышко так приклеили, посадили. Солнышки мы делали из керамики. На этот Новый год я купила в фикс-прайсе рамочки, ну, там дешевые, и раздарила всем своим любимым людям. А если вы получаетесь его жена, почему вы не претендуете на эту квартиру, в которой могли бы вы жить? Перед социумом я просто никакая не жена. А как же вас венчали? В храме были знакомые. Я не буду называть их имена, чтобы никого не подводить. Я и работала в таких очень приличных местах, но тоже не буду называть, потому что могу подвести, как это так. Человек без документов работает. Это ужасно, просто нонсенс. Ал, слушайте, вот сколько бы я ни разговаривала с бездомными, меня всегда поражает то количество вранья, которое они городят про себя. Как вы к этому относитесь и почему они врут? Я доверяю. Ну, то есть, например, у человека нет документов. Когда он приходит, он называет свою фамилию, имя, отчество для того, чтобы мы внесли его в базу. Я не знаю, может быть, он врет, может быть, на самом деле его зовут не так, может быть, он находится в розыске. Я не проверяю эту информацию, то есть как будто бы не стараюсь в его словах найти ложь, какие-то несостыковки. И если он говорит это, значит, он считает, что так нужно, и то есть я не разбираюсь как будто бы в этом. То есть в конечном итоге сама история для вас не особо важна. Вам важна точка входа, что нет документов. Значит, мы должны помочь ей их как-то восстановить. Потому что стыдно признаться в том, что там я сам упустил какие-то возможности. Я сам кому-то вовремя не позвонил. Да, есть очень много людей, которые говорят, что это государство, это общество, еще что-то. Все обстоятельства сложились таким образом, что они на улице. Но я думаю, что каждый человек отдает себе так или иначе отчет в том, что я тоже к этому причастен. Вот я сам своими ногами дошел до этой точки. А ваша задача в чем заключается? Я здесь веду адаптационные психологические группы и провожу первичные консультации, чтобы социальный работник лучше понимал, с кем он имеет дело, и находил, наверное, наиболее подходящий подход именно к человеку как личности. И еще я точно всем говорю, что у людей, которые живут в приюте, есть возможность работать со мной как с психологом. Кто-то приходит просто поболтать, кто-то приходит с каким-то конкретным запросом. Вот молодые, они чаще всего приходят с конкретным запросом. У меня это сломано, давайте-ка починим. Да, хочу, чтобы вот эта вот часть моей жизни, она была какой-то другой. Как-то по-другому я умел себя чувствовать, умел себя вести, и я с ними работаю. На ночлежке же есть два типа проектов. Это низкопороговые, это именно вот такие вот точки входа, проекты, которые нужны для того, чтобы обеспечить какие-то базовые человеческие потребности там, в еде, в гигиене, в ночлеге. Человек голоден, он пришел, ему налили суп, он больше не голоден. Человеку негде ночевать, он пришел в ночной приют, переночевал, потребность закрыта. А есть высокопороговые проекты. Это как раз проекты ресоциализации для того, чтобы человек уже вернулся к нормальной жизни. Это как раз вот консультационная служба и наш приют. Если человек приходит с запросом гуманитарной помощи, мы его направляем в проекты гуманитарные наши, в низкопороговые. А если человек хочет вернуться к нормальной жизни, вернуться в общество, тогда мы его консультируем вот в рамках нашей консультационной службы. Если одной консультации недостаточно, мы берем его на сопровождение, то есть заключаем с ним сервисный план, и дальше уже за ним закрепляется курирующий соцработник, который ведет этого человека, или мы можем человека заселить в наш приют.
вот здесь. Вы себя останавливаете, когда вот приходит человек, говорит, дайте мне одежду и еду. А вы ему говорите там, слушай, ну ты пойди, работать уже, ну сколько же можно тут на улице жить, да? Это же, такая нормальная, спонтанная реакция благополучного человека. Ну, на самом деле у меня не было такой реакции. То есть, если человек сейчас хочет есть, я не вправе отказать ему в еде, потому что еда – это то, что должно быть у каждого. Поэтому, если человек приходит за тарелкой супа в 5000-й раз, у меня не возникает желания сказать ему, найди работу, ну что ты ходишь и попрошайничай здесь, да, просишь. Я ему налью эту тарелку супа, и, естественно, я ему расскажу о том, что есть вот такие-то, такие-то, такие-то возможности. Может быть, человек сейчас не готов к этому. Мы действуем так. Вас учили это не специально? Нет, мне кажется, это какое-то внутреннее что-то такое. Но мы часто обсуждаем на супервизиях это. То есть какие-то сложные вот такие вот... бывает что-то такое... не совсем профессиональное, что-то из тебя рвется, какое-то человеческое что-то, я имею в виду негативное, может быть. И мы часто обсуждаем это на супервизиях, и у меня были такие ситуации. Например, у меня есть клиент на длительном сопровождении. У него был советский паспорт. То есть человек, по сути, сейчас лицо без гражданства. Мы обратились, естественно, в отдел по вопросам миграции для того, чтобы ему установили личность. Но там документы у него не принимают, потому что человека лучше отфутболить, чем ему помочь. И человек, естественно, не может злиться на них, он начинает злиться на меня. И говорит мне, что почему так долго, почему не принимают. И моя естественная реакция, которая может быть здесь, да, это тоже разозлиться и сказать, я же делаю, я же как специалист сейчас на вашей стороне. Мы с вами пытаемся пробиться через это, но у нас не получается. И я очень хочу здесь разозлиться и сказать, что почему вы так делаете, почему вы на меня сейчас злитесь. Но мои коллеги, психологи-коллеги тоже объясняют, что человеку сложно достучаться до этой стены, и он бьется об меня. И здесь мне важно и позаботиться и о себе, и о клиенте тоже, о его чувствах, о том, что он сейчас злится, и как-то контейнировать это, и сказать, да, вы сейчас злитесь, вам сейчас очень тяжело, потому что вы устали так жить, вас там постоянно задерживает полиция за то, что вы нелегально находитесь в России. Но я на вашей стороне, мы попробуем еще раз. И как-то и я попробовала это сделать, и мне стало легко, и человеку, моему клиенту тоже. И как-то то есть с опытом это, наверное, приходит, что если есть какие-то негативные эмоции, их можно с ними поделиться, например, с коллегами и как-то найти решение. Какая у тебя сейчас зарплата? 110 тысяч. У нас... координаторы проектов зарабатывают 70-80, у нас фандрайзеры зарабатывают 60-70, у нас соцработники зарабатывают, юристы зарабатывают где-то 55, это на руки, и еще у нас 1,5 месяца отпуска у всех, а не месяц. Почему? Это, с одной стороны, как такая, надбавка за вредность, а с другой стороны, как некая компенсация все-таки небольших зарплат. Не стесняетесь ли вы, что у вас хороший офис? Неловко ли вам, что у вас все-таки приличные зарплаты? То есть вы не на... Знаешь, вспоминается анекдот. Простите, где я могу положить мое боа? Вот, пожалуйста, боа. Вот примерно так я реагирую на разговоры про святых людей, подвижничество и добро с большой «Д». Мы еще, как общество, мне кажется, не привыкли к тому, что, да, вообще-то люди, которые работают в благотворительности, они тоже люди, им нужен отпуск. А если у них не будет отпуска, то они работать будут плохо, потому что они живые существа. Им тоже нужно покупать продукты в магазине, а не висеть на шее у родственников и не работать одновременно еще на 3 работах, потому что, понимаешь, ты можешь раз в неделю суп разливать из кастрюльки во дворе, не получая за это зарплату. Но если ты хочешь людям помогать восстанавливать паспорта, если ты профессиональный юрист и занимаешься этим нон-стоп 5 дней в неделю, а то и 7, не дай бог, то как ты проживешь-то без зарплаты? камон. Может быть, как раз в этом кроется секрет того, что в благотворительности больше женщин. Опираясь на наш знаменитый русский патриархальный паттерн, мужчина где-то по-настоящему работает,
Слушай, женщина... Мне кажется, да, отчасти... Служит. Да. Мне-то кажется, что женщины вообще как-то лучше качеством в среднем, чем мужчины. Ну, и у нас вообще женщин больше, у нас везде больше женщин, ну, почти везде. А с другой стороны, благотворительность в России, и она совсем молоденькая. Она была до 2017 года, потом как бы все закатали в асфальт, и 70 лет ничего не было такого вот общественного. Мы, например, когда доросли до того, что мы поняли, что вообще круто было бы еще некоторым людям, бывшим бездомным, оказывать психологическую помощь, мы стали искать, был какой-то там 15-й год, мы стали искать какие-нибудь статьи про это на русском языке, потому что понятно, что в помощи психологически бездомным должна быть какая-то специфика. Мы последние статьи, которые нашли, они были написаны там 1914 год, там 1916 год, потом типа 100 лет как бы никто про это ничего не писал. Я ночевать найду всегда. Вот абсолютно всегда. И работу я себе всегда найду. Ну. Ты если хочешь, блядь, ну, езжай туда, куда ты хочешь. Выходишь... На сайте МИТа там такие объявления попадаются, вообще все бесплатно. А вот когда за ему очередь, там, МФЦ за вас, очередь. Это такие собутыльник на час. Ништяк. За айфонами надо очередь. Когда вот они выходят, то ты что? Первый ночлежный дом, который был в России открыт, был открыт дочкой Дениса Давыдова в 1873 или 6 год в Петербурге. Последний раз, кстати, перепись бездомных в Петербурге, знаешь, когда проводили? 1902 год. Сейчас 2022, вот 120 лет прошло, с тех пор как бы никто не переписывал. И тогда насчитали около 10 тысяч человек, уже тогда было 4 тысячи мест. То есть мест все равно не хватало, но сейчас тебе для сравнения, значит, в городских есть такие дома ночного пребывания, ДНП, в них 313, кажется, мест на 5-миллионный город, в котором, там, по нашим оценкам, примерно там 50 тысяч бездомных. То есть примерно 1% населения. Чайку попьешь? Подожди тогда немножечко, чуть-чуть, подожди, чайку попьешь. Я тебе дам сигарету. Конечно, есть. Приятного аппетита. Честно, честно. Я говорю, как есть. Пойдем сигарету. Сейчас очнулся, так и не понял. Ну что ж ты опять? Ну опять жру водку. Ну, понятно. Постой, покури, у нас тут съемки просто. Я тебя потом позову, попьешь чай. Пожалуйста. Подходите, кушать берите, уже дают же. Каль, Слава поест, не переживайте за него. Ну как же, я его не видел, когда он брал, Можешь поэтому и вот предлагаю из ему. второго термоса мне пару кружек чая набрать, и я Славу отпущу, он там за водкой идет. А то он убежал. Не, ему ничего не надо. Попить и все. Проснулся в сугробе где-то и побежал. Хорошо, что проснулся. Слава крепкий. Тут вот две бабушки стояла. Одна Галина, вот, которая долго-долго отходила, вторая, вот, которая полтарелочки. Я вот очень хочу провести расследование, потому что она говорит, что она та самая Воронцова. Бросается в глаза Леруа Мерлен, Руслан Усачев. Да. Кто еще здесь просто по старой памяти и больше не присутствует в вашей жизни? Мы попытались зафиксировать тех, кто участвовал в открытии Москвы. Многие из ребят, которые отражены на этой стене, они действительно помогли нам на моменте открытия и больше как-то в нашей жизни не участвовали. Но нам кажется, что важно отметить их как компании, как людей, которые помогли ночлежке в Москве случиться в целом. Поэтому будут продолжать висеть на стене. Такая стена, пусть будет почет. Клиент R6, пройдите в кабинет 3. Давай, а так сможешь? Давай, покажи зайку. Покажи, ну покажи. Давай, молодец. Видишь, какой. Ой, молодец. У вас тут. Какой кот вообще. Мне нравится, что он не пропускает никого, при этом сидит в центре дороги. Нельзя сказать, что у нас произошел какой-то провал. Это, собственно, будет неправдой. Да, компании уходили. Да, большое количество наших жертвователей, к сожалению, отваливались, в том числе потому, что не могли продолжать жертвовать нам из-за рубежа. Мы, например, практически весь год не могли принимать деньги из-за рубежа. И буквально месяц назад мы нашли какой-то вариант для того, чтобы продолжать взаимодействовать с теми, кто в России уже не живет. Компании, которые являлись частью какого-то большого международного бизнеса, тоже страну покинули, и на их место нам
нам приходилось искать, конечно, замену, потому что наш проект не останавливались ни на секунду, мы ничего не закрывали и не планируем закрывать. Во всех фондах всегда все-таки используют это слово «подопечные». У нас чаще клиенты. Клиенты, да, чаще. И у вас все заточено на то, что вы относитесь к вашим клиентам как к равным. Но снаружи это не выглядит как равным. То есть это человек, который оказался в заведомо плохой ситуации. И мне кажется, что вообще одна из самых глобальных проблем в отношениях между обществом и бездомными. Я понятно? Да, и я с тобой совершенно согласен. Мне кажется, что это и проблема в том, как общество само с собой взаимодействует. У нас беда в обществе с чувством собственного достоинства и с уважением и к себе, а дальше уже уважение к другому. Как мне кажется, никогда у меня каким-то чудесным образом в голове такого не было, что я каким бы то ни было боком лучше, чем люди, которым я суп раздавал из ночного автобуса. Просто они сейчас, в очень тяжелой ситуации, а я в несоизмеримо лучшей. Мне, чуваку, повезло. Девушка? Дмитрий Евгеньевич. Угу, спасибо. Так, простите, а вы Федотов Алексей, правильно? Федотов Алексей, да? Алексей Александрович. Федотов. Ага, все, спасибо. Здрасте, я говорю, тут прям аншлаг, целых 5 человек. Да. Целый день пытаюсь дозвониться, но они сказали, пытайтесь дозвониться, они плохо трубку берут. Чего? Дыхалка. Так вы бежали сюда, наверное, вот и дыхалка. Нет, я когда ложусь на спину, то мне плохо дышать. А тогда я Вы большая молодец в любом случае, что вы начали этим заниматься. Да? Если вам какие-нибудь выписки дадут, и вы там они мне каких-нибудь... дают на лекарство, я бегу скорее туда, в аптеку. Это хорошо, что вы бежите в аптеку. Если вдруг вы какой-то препарат не сможете купить, вы мне придите и выписки свои покажите. Я их медикам скину. Помните, как мы с вами договаривались? Первая моя работа в ночлежке была координатор пункта обогрева. И в первую же зиму у меня был такой пьющий, не один раз сидевший какой-то Сергей, но при этом прям такой толковый и рукастый. Он мне помогал, мы с ним вместе ставили первую палатку, собирали эти рейки. И он как-то других каких-то, завсегдатаев Балтийского вокзала привлек. А потом этот Сергей, в приюте у нас жил, потом мы ему помогли, он на работу устроился. Потом он в кредит купился за 100 тысяч рублей какой-то микроавтобус, который сам весь пересобрал и стал какими-то перевозками зарабатывать. А потом мы его взяли в ночлежку, и он, мне кажется, сезон 4 у нас работал координатором пунктов обогрева, то есть моим преемником. И кто тут кого лучше, и какая где граница. И это наш прекрасный ресторанчик под названием «Вход с улицы». Уже в феврале мы тьфу-тьфу-тьфу откроемся. Я в 2018 году, будучи в городе Оксфорде, мне показали кафе, в котором работают бывшие бездомные. Кафе такой большой английской организации Crisis. А потом я в Лондоне видел еще крутой ресторан под названием Brigade. Он прям дорогой, такой лакшери-ресторан, в котором тоже работают бывшие бездомные. И я решил, почему бы в России такое не сделать. Здесь будут работать бывшие бездомные, стажироваться, получать новую профессию. Помощник повара, официант, бармен. Это 3 основных профессии. И дальше, спустя короткое достаточно время стажировки, спустя 3-4 месяца, будут устраиваться уже в обычный общепит. А так это будет, обычный, клевый, вкусный, уютный ресторан, куда можно прийти, поесть, выпить, поработать, отметить день рождения и все на свете. Мне кажется, что очень круто, во-первых, что будут реальные люди, которые, примерно 15 человек в год, кто благодаря этому выберется с улицы, то есть у людей будет востребованная профессия в руках, постоянный заработок, это, не листовки у метро раздавать или вагоны вместо проводников мыть на Балтийском вокзале. Или человек-бутерброд. Да, или человек-бутерброд. Потому что это все та работа, которой некоторые наши клиенты вынуждены заниматься, потому что он инженер никому нафиг не нужен, или вообще детства не было, образования нету. А это уже профессия, которая тебе позволяет просто снимать жилье, жить обычной жизнью. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне всегда ужасно хочется раздолбать этот идиотский стереотип про то, что сами виноваты, работать не хотят. Люди будут приходить в ресторан, где, тут уже не надо разглагольствовать и доказывать, что хотят работать, да вы
знаете, да к нам много людей приходит. Ну, предполагается, что человек, который сюда придет, он придет потому, что здесь вкусно кормят, потому что модное место, или он придет потому, что здесь бездомные, и он захочет им помочь. Слушай, и так, но в таких историях мы всегда стараемся сделать так, чтобы человек не из жалости нам давал вот деньги. Вот я про это. Да, когда, не знаю, делаем музыкальный фестиваль, нам важно сделать прекрасный концерт, за который человек, не жалея, заплатит деньги. И поэтому у нас там, спасибо огромное, там Шевчук, БГ, Женя Федоров, Нойз, Фейс и всякие прекрасные артисты, а не кто-нибудь, как бы, кто вчера научился играть на гитарке. И здесь то же самое. У нас очень крутые всякие рестораторы нам помогают с организацией всего этого, потому что сами-то мы ни уха ни рыла в ресторанном бизнесе. У нас есть прям такая команда профессионалов, которая нас консультирует совершенно бесплатно. Вот мой любимый человечек. Это точно мой любимый человечек. Надежда Илларионовна. Она у нас звезда, ее бюст лепили скульпторы. Самый жизнерадостный и добрый человек здесь в комнате. Я хожу на протезе. Да, у нее нет одной ноги. Я диабетик сама. Ну ничего, стараюсь себя поддерживать. И у нее тоже там с документами всякие проблемы. А вы сюда как попали? А я с Кыргызии. И сколько вы здесь уже? 3 года. Мне ногу здесь ампутировали. Слепа была. Сейчас уже уколы делаю. Сама стараюсь, борюсь сама. Поддерживаю себя, шучу. Ну, с девчонками. А дома кто у вас? Все, кто куда разбежался. Там никого нет. А дети есть? Нет. 3 брата у меня там погибло. У нас была большая семья, 9 человек. 3 брата там погибло. В Киргизии? Да. Остальные кто куда. А вы хотите туда, в Киргизию, вернуться? Нет. Или здесь остаться? Я хочу в Россию. Там тяжело. В 92-м, по-моему, году ночлежка обращалась в правительство с просьбой дать бездомным избирательное право. Мы вообще боремся за это как бы регулярно, перед каждыми выборами. И как успехи? Слушай, успехи скромные, я бы сказал. В Петербурге делают 1 избирательный участок, на котором могут проголосовать наши клиенты. Конечно, это совсем не все люди могут до этого участка добраться. Что еще должно быть у бездомных, чтобы их социализация, чтобы их возвращение, потом, возможно, подъем был более легким? Я бы сказал, что вся наша социальная и правовая система должна работать на нас, на граждан, и на бездомных граждан в том числе. Чтобы, когда ты приходишь восстанавливать паспорт, тебе не говорили, в Мурманске получали, в Мурманске валите. А вообще-то знали, что паспорт обязаны восстанавливать по месту регистрации. А чтобы, когда ты приходишь в полицию, говоря, что у тебя сумку отобрали со всеми документами, а сам ты приехал, черт знает откуда, на заработки, тебе не говорили, а что ты сюда приехал, давай-ка забирай свое заявление, у нас и без тебя статистика плохая. И чтобы у нас детские дома не работали с там, 85% брака, извините за такое слово, потому что даже по официальной статистике у нас выпускники детских домов, значит, это тюрьма, это самоубийство и это бездомность. И из них там только 15% встраивается как-то в обычную жизнь. И эта система работает просто год за годом. Она работает и работает, адские деньги на нее тратятся. Добрый день, Александр Сергеевич. Ну, солнышко уже ушло. Сегодня прилетали свиристели. Целая стая птиц прилетала. Да? Да. Ну? Вот поэтому. О, сойка, точно, я видела ее тоже, в единственном числе. А свиристели целая стайка была. Вот они опять на рябине немножечко там посидели. И у моего подопечного в учебнике русского языка он раскрашивал птичек. Я увидела, думаю, боже, это же свиристель, которая к нам прилетала. Но... У вас руки очень красивые. Это в кого у вас такие руки? Моя бабушка по матери, она некоторое время здесь в Мариинке танцевала. Знаете, ежегодник императорских театров.
такой журнал выходил. В этом ежегоднике труппы всех императорских театров публиковались. И под фамилией Николаева II, вот это была моя бабушка по маме. Это многие говорили, что я на бабушку похож вот, по материнской линии. Сколько там вам осталось уже, чтобы паспорт получить? Бог его знает. Это мне надо увидеться вот с людьми, которые вне системы вот этой ночлежки. Это долгое время понадобится, чтобы вот это все сделать так, как нужно. А по-честному, вам это надо? А как же не надо? Вот теперь я готов вообще при наличии документов идти официально куда-то устроиться на работу, и если Бог даст еще здоровья мне немножечко, трудиться на благо вот нашего славного города. Кем? Кем угодно, кем смогу. Знаете, кем? В былые времена у отроков, так называемых, всегда был дядька рядом. Вот таким дядькой я бы готов даже работать. Несколько мальчиков воспитать в нормальном русском духе. Катя, если бы у вас был ребенок, вот Александр, я не знаю, говорил он вам это или нет, но он хотел бы заниматься воспитанием мальчиков. Вы бы доверили своего ребенка Александру? Да. Да? Да. Почему? Мне нравится Александр Сергеевич. Я веду с комнаты, где он живет, группу, и мне очень нравится, как проходят наши беседы. И очень часто он сам просит, чтобы мы поговорили на группе, обсудили, например, кодекс чести самураев. И то, какие у него внутренние моральные принципы и ценности, мне очень нравится. И если бы у меня был сын, и так, да, правда классный, он очень начитанный, он очень образованный, с ним интересно говорить. Его очень уважают там в комнате, насколько я знаю, спрашивают там его мнение. То, что я маме своей вчера рассказывала, она говорит, как можно, чтобы воспитывал детей тот человек, у которого у самого жизнь не получилась. Я работаю в этой сфере, и у меня немного другое представление. И я знаю лично и Александра, и Ольгу, поэтому люди боятся бездомных, и они стараются навешать кучу стереотипов на бездомных, потому что они сами боятся оказаться в этом положении. Это же, правда, очень страшно оказаться на улице. И я каждый раз прихожу домой и вижу, например, на улице идет дождь, я каждый раз думаю, как тяжело тем людям, у которых сейчас нет дома, и как страшно оказаться в таком положении. Вам страшно выпускать людей из приюта, когда вот вы им вручили новенький паспорт, и вы понимаете, что пока они здесь жили, они были все-таки хоть как-то под контролем, под опекой, а вот они вышли, и там вот Ольге 60 лет. Умеет ли она жить сама? Я думаю, что я продолжаю как-то, конечно, волноваться за своих клиентов и допускаю, что, возможно, случится такое, что человек снова окажется в какой-то кризисной ситуации. Но у нас есть, например, программа поддерживаемого проживания, когда человек трудоустроился, у него есть все документы, и дальше мы ему предлагаем оплачивать в течение 3 месяцев аренду жилья, чтобы у человека была подушка безопасности на какое-то время. И вот в эти 3 месяца обозначенные соцработник и психолог посещают клиента, интересуются его жизнью, как он справляется, как у него все получается. Библиотека такая очень неожиданная, внезапная. Неожиданно, да. Она нам вот досталась по наследству. Был еще очень интересный такой момент перед заселением. Мы здесь расставили 2-ярусные кровати, начали делать ремонт, и бабушки из подъезда очень этим заинтересовались. И так было неожиданно, когда они залазили под окошком друг на друга на это посмотреть, но соскальзывали с дружки, падали. После этого вызвали участкового, вызвали управдома и пришли разбираться, кто здесь будет. С тем условием, что мы не хотим, чтобы снова к нам приставали, стали разговаривать, а дедушки позволяли себе с пенсии взять маленькую. Выпив маленькую, начинали с этими бабушками возле подъезда заводить беседы. И бабушки этого очень боялись, поэтому, когда мы их сюда пустили, заезжали ребята, и на данный момент это настолько трогательно, как они подружились. Вот с 7-го этажа это бабушка-активист, которая здесь живет очень длительное время, которая здесь устроила засаду и вычисляла, кто как заходит, когда уходит. Она сейчас звонит
звонит, ну, чтобы не спускаться в телефон. Кто дома? Ну, уже как внуку. Могут мне плиту перетянуть, а я блинчиков дам и заплачу. А то не хочу этих лодырей вызывать. Весь подъезд общается. Многие знают, да, что вот ребята в ремиссии, что проходят реабилитацию. Люди к этому относятся чутко, по-матерински, что ли. И все понимают, что там у кого-то может случиться срыв, там рецидив. Участковый приходил чуть ли не каждую неделю. Я начинал здесь работать дежурным консультантом. Я первый приехал на смену, был один клиент. Я с ним, наверное, жил неделю. Плюс-минус, мы просто садились друг напротив друга. Не было выстроено еще никакой структуры, мы не понимали, как это будет. А потом мы уже стали брать к себе ребят, те, которые освободились. В смысле освободились, которые... Из мест лишения свободы. Это наш очень успешный кейс, я этим горжусь. Да, вот освобождается брат, он вообще ему некуда было пойти в разбитейшем состоянии, он попадает в городскую наркологическую больницу и оттуда уезжает на гору, Дом Надежды на горе. Ему оттуда уезжать было вообще некуда. И он узнал про наш проект. Он заезжает сюда, он вообще потеряна коммуникация с миром, на болотном жаргоне, он всю жизнь сидел с детства и прочее. Здесь на 3-м месяце мы как относимся? Мы никого не критикуем, никого не меняем, мы пытаемся понять, что с тобой происходит, почему ты сейчас агрессируешь, где у тебя болит, давай об этом поговорим. Он нарушал, он саботировал и прочее, но через 3 месяца он приходит, это человек, который полжизни отсидел в тюрьме, он заплакал, взял за руку и говорит: я понимаю, что здесь действительно вы не хотите меня менять, да, но помогите. И мы начинаем с ним взаимодействовать. А на тот момент как раз мы с женой переезжали с центра в другой район. У меня там чуть-чуть проплачено было еще за эту комнату. Я говорю: а хочешь, вот он такого, говорит, не бывает. То есть он переезжает в эту комнату, и через месяц освобождается его брат. Они друг друга ненавидели. Это младший брат. Артем, это Виталик. И в итоге Виталик берет Артема за руку, это настолько было трогательно, он везет его на Боровую к социальным работникам, делает справку, проходит с ним комиссию, привозит его сюда, показывает. Артем попадает к нам. Артем тоже с улицы, подросток с улицы, которому вот так руки вытереть, яблоко, да, там, шторки развесить, с утра встать, не считаясь ни с кем, начать во весь голос петь песни, там, ходить, типа такого. Артем проходит полгода, и Виталик приезжает на итоги. То есть мы устраиваем итоги. Это финальное мероприятие, на котором мы провожаем клиента с наставлением, со словами, что ты можешь в любой момент прийти. То есть к нам выпускник в любой момент может сюда прийти в гости, покушать, попить чая, обратиться за продуктовым набором, за поддержкой, на консультации. Многие приходят. И Виталик приехал его встречать, и первый раз за 30 сколько-то там лет сказал: я тебя люблю, брат. Для Артема те глаза просто наполнены, 2 мужика. Он говорит: прости меня, да, что, может, тебе в детстве этого не дал, или там еще что-то. Это было чудо, да. И вот сейчас они переехали, они вместе живут, помогают друг другу, держатся друг друга. И вот такие вот чудеса. У вас какой-то детский сад для взрослых получается. Так и есть. Десятки лет употребления, да, это же оставило развитие в том возрасте. И, к сожалению, ребенок пытается часто вырасти и попадает в эту взрослую жизнь. А это детство недоиграно. И когда садимся играть в игры, у нас вот здесь игры нам пожертвовали, садишься играть, и вот действительно, как Достоевский сказал, да, человека можно увидеть по его смеху. Кто-то уже себе придумал образ крутых, блатных, там, прочих, вот этого всего, стереотип улицы. А здесь, приходя, играя вот в эти игры, такой радостный смех, вот эти в ладоши, и включаешь сам, вот из этих головников выходишь, и вот это просто 5-минутно. Мы час проводим каждую неделю, час встречаемся. Это тренинг «Память, внимание и мышление». Мы сначала считаем, пропуская какую-то цифру хлопком, идем по кругу, рисуем, делаем тесты, улыбаемся, просто разговариваем. Просто про детство, просто песенки, про салаты, какие у вас ассоциации с мандарином. И это настолько ярко. Я приехал домой, я еще жене рассказывал час, она просто меня слышала. А жена нормально к этому ко всему относится? Сейчас уже да. А в начале? В начале, когда я работал, я здесь сутками был. Это вот ощущение детского сада. Приходишь: Вячеслав Андреевич, за руку. А у меня вот это. А меня девочка разблокировала ВКонтакте, представляете? А мне жена ответила. И вот сейчас Сережа, он очень долго не общался с женой, с дочкой. И он приходит, он сел и сидит, смотрит. Я печатаю, думаю, заговори первый, да? То есть он сидел, смотрел. А мне дочка ответила.
Я говорю, ура! Ну, это вот радость вместе, соприкосновение. Он с ней сколько не виделся, да? И сейчас они общаются, и это для человека прям рост. Ну, прям, и ты от этого кайфуешь. Ну, и сейчас уже жена... Ну да, поддерживает, тоже приезжает сюда, тоже участвует. Ну, и это прикольно. Короче, в лесу такой, ну он самый... Заяц. Нет, самый злой, короче, в России у нас. Но он маленький. Ну, злой он, короче. Чего злой? Кофта у вас такая белая, нарядная. Отлично. А сказать, где взял я? Где? Не скажу. Ну, не говорите. Какая ваша кровать? Вот. Вот эта, справа, нижняя. да. А здесь вот всегда такой порядок? Практически всегда. Бывает только беспорядок. Но вечером приходишь ты с работы. Ну, соответственно, конечно, я бросил штаны, переодел шорты и пошел мыться. Взял полотенце, соответственно, конечно, там, ну да, беспорядок. Бросил носки. То есть, да, я их бросил. Но потом пришел, помылся, там, переоделся и убрал. Вот тоже нас и дисциплинируют, и, то есть, ну, чтобы не было этого бардака, потому что один привык носки убирать там в шкаф, второй привык бросать, там, третий привык там пачку сигарет ложить сюда. Там. Ну, вот такие моменты, то есть и мы как-то находим общий язык, чтобы вот этого не было. И приходится нам, да, подстраиваться друг под друга. То есть это как бы и минус здесь есть, и плюс здесь есть. А вы помните, как вы первый раз сюда пришли? Да, ну это было. Ну, это у меня еще больничный срок, как бы, да, вот вошел в пребывание. Я лежал в больнице тоже, у меня была там переломы челюсти были. Подрались? Ну да. И вот меня как раз встречал Вячеслав Андреевич. Но я был рад, на самом деле, что я попал сюда, потому что я уже до этого проходил реабилитацию от зависимости, там, от наркотической, от алкоголической, в общем, там. И ничего не помогло? Через месяц после реабилитации я опять ушел в употребление. И потом сам, как бы, я тоже выбрался, остановился, устроился на работу. Какое-то время я опять не употреблял, вот, ну, почти месяца 4-5. Но потом опять я вернулся в употребление. И вот довело меня опять до больницы. И вот после больницы я оказался здесь. И вот уже больше года, как я, в общем-то, это самое. Это самый большой сейчас срок за всю вашу жизнь? Да. Что в вас изменила работа здесь? Это какой-то колоссальный опыт и работы, и, наверное, развития меня как личности. Я очень часто сталкиваюсь с собственным чувством беспомощности, бессилия. Бессилие очень часто граничит с яростью. Это когда что-то у клиентов происходит. Я профессионал, я здесь психолог, я здесь сижу, и я не знаю, что я могу сделать как профессионал, кроме как поддержать человека. Иногда мне кажется, что это так ничтожно мало, что вот там иногда человек что-то вспомнил, и там он плачет, и он говорит, как все несправедливо в его жизни произошло. Но я в какой-то момент просто соглашаюсь. Я думаю, блин, ну да, вообще дерьмово. И я так по руке его, как Шелдон такой, ну. Но мое бессилие стало чем-то нормальным для меня. Ну, я, правда, не Господь Бог. Я не могу так вот стукнуть и сказать, вот с этого момента все у всех в мире хорошо. А, блин, очень хочется. Что внутри тебя поменяло это волонтерство, что ты потом пошел в этому узенькой тропинке к ночлежке? Что-то, безусловно, дало мне какое-то понимание, как устроена благотворительность, и дало мне, ну, какие-то проблески счастья. И я решил, что как-то в этом больше всего смысла для меня. Так что исключительно из эгоистических соображений. А про людей что-то ты узнал? Ты знаешь, я узнал, что вокруг огромное количество прекрасных людей. И это, когда просто ходишь по улицам и видишь как бы каменные лица сограждан, кажется, что и внутри все каменные. А это туфта. Это, на самом деле, скажем, очень видно, когда какие-нибудь адские снегопады, и вдруг незнакомые люди начинают там машины друг друга выталкивать из сугроба. И ты обнаруживаешь, что, ого, оказывается, как бы этот страшноватый мужик на черном джипе, оказывается, клевый парень. Так вот, ну, как бы в благотворительности этот снегопад как бы идет все время. И вот эти мужики на черных джипах, они как бы или там девушки на розовых коньках, они все время вдруг как-то приходят на помощь, жертвуют деньги, не знаю, верстают сайты по ночам, придумывают бесплатные рекламные кампании. И это совсем не тот
портрет сограждан, который рисуется там из телека, и вообще какой, который у меня был в голове первые там 30 лет моей жизни. В твоем решении, в твоем отъезде был какой-то момент, когда ты думал, что ты не вывезешь? Пожалуй, что нет, потому что я как-то про себя давно понял, что я, кажется, все могу вывести. Но вообще это было самое тяжелое время в моей жизни. Вот это вот осознание того, что страна родная убивает людей каждый день, Бог знает, что творит. Мне кажется, это было главным ужасом, который в моей голове царил. А даже не то, что я непонятно когда родных увижу, любимая работа, друзья. У меня было какое-то такое состояние, как будто я одновременно, значит, родители умерли, дети, жены. И вот как будто это все одновременно случилось. Это было тяжко. Это ты с собой привез? Да. Я, поскольку на машине ехал, я мог покидать машину. А что-то я потом просто из квартиры вывозил. 120 рублей килограмм сюда стоит привезти. И я просто всю свою однокомнатную квартиру вывез. Что человек решает взять с собой, когда он уезжает навсегда? Ты взял книжки, что еще? Взял книжки, я взял альпинистское снаряжение свое. Какие-то документы, фотографии, вот картинки я взял. И вот это вот барометр моего прадедушки, академика Льва Семеновича Берга, был у нас в роду такой. Он был президент географического общества, и вот такой семейный барометр. Здесь комната проживания тоже. Вот я раньше находился в этой комнате, я раньше жил. Здесь практикуется такая методика, то есть ребят периодически переселяют из комнаты в комнату для взаимодействия друг с другом. Потому что люди все разные, как бы там один алкоголик, другой наркоман, один там сидел в тюрьме, другой не сидел в тюрьме, один там жил на улице 5 лет, другому мама давала каждый день наркотики, одному 40 лет, другому 20 лет, и учимся этому взаимодействию. Вот такие я прям вещи привожу элементарно, да, вот. Один там бросил носки, а мне не нравится, что он бросил носки. Я говорю, зачем? Я говорю, убери носки вот из-под моей кровати. А он привык вот дома бросать носки там. И чтобы не было этих конфликтных ситуаций, нам надо прийти к чему-то, к единому, к общему. Слушайте, смотрите, обычно вообще принято считать, что вот лечение тех, кто зависим, да, это там трудотерапия, жесткий график и так далее. Я смотрю, у вас тут вообще лайт. Подъем в 8:30, да я бы мечтала. По субботам и воскресеньям вообще в 10 и в 9 подъем. Куча какая-то свободного времени, ужин, психотерапевтические группы. А где вот этот вот каторжный труд? Который должен исправлять человек. Да, вот видите, должен, да. Что такое должен? Вот что должно быть, того и не происходит, как бы на самом деле, потому что ни один каторжный труд, он никогда не исправляет человека. Я не знаю таких, кого бы он исправил. Вы сидели? Да. Сколько? 5 лет. Самые, я не знаю, можно сказать, это были лучшие годы, но я не знаю сейчас, как определить. Может быть, это сейчас мои лучшие годы. С 20 до 25. 96 по 2001. Тюрьма вообще в России может исправить человека? Нет. Там же пишут, что ты встал на путь исправления, когда по УДО освобождают. Да, так пишут, да. Вообще, от чего человеку исправляться? Первый раз я попал в тюрьму, мне было 18 лет. И тогда это были банальные такие кражи, потому что необходимо были деньги, чтобы жить, как-то существовать. И все. Нет, вот человека может, тюрьма только, знаете, он может просто начать ее бояться. То есть вот и все. Никак она его не может исправить. Родителей у меня, папы нет в живых. Он умер давно, мама до сих пор у меня живая. Да, папа у меня проработал всю жизнь на заводе, а мама, она по часамке проработала тоже всю жизнь. У нее есть медаль там, заслуженный ветеран труда там. А что случилось тогда, когда вы стали воровать, на улицу убегать? Вообще абсолютно ничего не случилось. И воровать мы начали просто потому, что это был 94-й год. В стране происходило непонятные такие вещи. И просто уже там постаршие ребята у нас на районе там занимались какими-то вещами. Но мы смотрели на них, они для нас не были эталоном, но у них были деньги. У нас денег не было. У нас было 5 человек, товарищей. Мы все учились в параллельных классах. И мы решили тоже, что у нас тоже должны быть деньги. И вот мы придумали первый свой такой план. Обокрасть первый коммерческий магазин. И все. И вот с тех пор это так пошло. Потом начались квартирные кражи. И потом это уже зашло так. Не слишком далеко, но уже в привычку это шло. Так как вы в Питере оказались? Приезжал сюда на работу, хотел
То есть я уже на тот момент не совершал никакие преступления, у меня уже была семья. Я жил на Ямале, я прожил несколько лет. И приехал сюда на работу, хотел здесь поработать, заработать денег. Но у меня ничего не вышло. Я встретил здесь товарищей и просто правоупотреблял здесь прям 4 месяца, там прям по-жесткому. Я наркотиков таких не видел, которые здесь были в свободном доступе таком. Стоп, погодите. Давайте вот про этот момент поподробнее. Вот вы приезжаете заработать в Питер денег. Да, хотел работать электросварщиком. А от организации, Челябинская организация меня взяла на работу. Но я билет за свой счет покупал, все, меня уже ждал мастер в Сосновом Бору. Мне нужно было сделать пересадку в Петербурге. Так. Я вышел в Петербурге на вокзале, меня встретил товарищ, и на этом... И все, и поехали. И все, да, и все. А потом вы не позвонили домой, не сказали, что ничего не получилось? Ну, я там что-то звонил жене, что-то обманывал, но потом она через 4 месяца мне выслала денег на дорогу, говорит, либо ты приезжаешь сейчас домой, либо, говорит, я, короче, все, такая, я с тобой развожусь. Но на тот момент она мне была дорогая, и я, да, все бросил и поехал домой. Так. И все. Я продолжаю употреблять. И наш брак, в конце концов, да, вот распался. Пришла, она просто уже этого не выдержала, конечно. Это уже она сказала, Дима, я не буду жить с наркоманом. Я говорю, ну, хорошо. Не будешь, значит, и не живи. Я не могу сейчас знать, простила она меня или не простила, потому что мы с ней по итогу все равно разошлись, расстались. Поэтому я вообще не знаю, за какие действия в жизни она меня вообще прощает. Я вот ее простил за все действия в ее жизни. Вот на данном этапе жизни, вот сейчас, я ее простил вообще прям абсолютно за все. Что бы она там ни делала, там даже, может быть, что-то я додумал, что она делала, может быть, она этого не делала. А про нее я не знаю, простила она меня или нет. Дети есть? Ну да, у меня есть ребенок, ему 22 года, но... Ну, тут такой момент, я освободился, познакомился с ней через там какое-то определенное время. И начали мы с ней жить. Ему было 2 года на тот момент. То есть, и вот такое, ну, мы вместе его воспитали. Ну, и он, да, называет меня папой. Я даже, если честно, сейчас вот до сих пор не знаю, разведен ли я с ней вообще официально или нет. Да, я поехал в Москву, мне нужно было заработать денег. Это был 15-й год. И мне приходит смс от нее. А мы на тот момент уже с ней не жили 3 года. Но все равно она как-никак моя жена, и как бы у нас город не очень большой. И мы с ней поддерживали отношения. И она мне просто пишет смс-ку. Дима, прости меня, конечно, ну потому что у нас не довольно-таки честные, открытые отношения всегда были. Она говорит, я тебя изменила. Ну, это доходит до абсурда, это прям очень так сейчас смешно, да, мне там. Да, мне было прям вообще не смешно. У меня есть товарищ такой очень мой, тоже близкий. Мы с ним очень лет 20, мы с ним дружим. И, в общем, она изменила меня с ним. То есть, ну, это все прям, ну, прям все просто. И ну, я ему звоню, я говорю, зачем ты так поступила? Я не могу простить предательство. Я, честно, вот, я могу простить там, я не знаю. Я простить могу, но я не знаю, в общем, ну да, понимание есть. Я с первой женой также разошелся. И я такой понимал, думаю, ну и зачем я вообще сюда приехал? Зачем мне эта Москва? Зачем мне эти деньги? Ну для чего они мне сейчас? Вот, ну к чему? Если у меня сейчас нет моего родного города, у меня нет того, что было. У меня этого не осталось. Вот для чего мне сейчас остальное все это? Вот для чего просто? Ну и я прям впал такой прям в жесткую потребуху. Я, короче, впал в Москве. На чем сидели? Опиаты. Да, опиаты и алкоголь. И все, я потом решил все-таки, что думал, нет, надо что-то менять, надо как-то выскребать с этого, со всей ситуации. И решил поехать в Петербург, надеясь на то, что у меня здесь, ну, товарищи были, да. Я в Петербург, когда приехал, то есть я вышел с вокзала, у меня не было денег вообще. Я сюда приехал на электричках, короче, я добирался 5 суток, попадал в милицию 1 раз, правда, там. Ну, хоть поспал я там спокойно. Документов у меня не было. 2 года я жил в Москве, 2 года я жил там без документов. После этой смс-ки охватило безумие. Такая безразличная опустошенность. То есть вообще прям я прям вот так смотрю в окошко или на мир, там, на человека. И я не вижу никого. И вот я приехал в Петербург, никого не могу найти. И мне попадались почему-то ребята такие все прям в употреблении. Я прям вот иду в какую-нибудь подворотню, захожу там во двор, смотрю, ну вот они прям, ну вот. Но я не вижу во мне своего такого, там, то есть, да, видишь, что я наркоман. Но я был более-менее так одет, там не грязно, не в лохмотьях. Я вот ходил и искал парадные подъезды, открытые подъезды. И вот я ночью там пересижу, там как-то там как-то покемарю. И днем я пытался найти какую-то работу, там, любую там работу, подработку. Ходил вот эти вот хлебные киоски, вот стоял вот эти там всякие шавермы. Я прям подходил и говорю, ребят, давайте я уберу снег, короче, вы мне дадите что-нибудь там поесть. Ну и бывало, даже просто мне давали поесть, то есть.
Я ни денег не просил, ничего. И мне кто-то там тоже из ребят, из уличных таких, говорят, иди в ночлежку. Объяснишь ситуацию, там, может быть, тебе и помогут. И сказали мне адрес. Я такой думаю, ну это какая ночлежка, о чем вообще что говорят? Потому что в Москве такой организации не было, как бы, да, раньше. То есть в Москве я нигде не мог найти себе такого нормального пристанища, кроме как тоже вот подъезда, там, ну и там различные организации такие вот, как вы говорите, с уклоном, где там все запрещают, ну и что-то. Ну, вот, не помощь вообще. И попадаю я в ночлежку перед самым Новым годом. 27 числа я прихожу, вообще без всякой надежды. Ну, я смотрю, тут чаем можно попить, как бы там, да, вроде, ага, зашел погреться. Ну, думаю, ну, надо действие какое-то, надо мне было делать. А ты сам ложился в ГНП? Сам. Ну, так для этого же и ложат, ёбаный. Надолго? Ну, так правильно, что пить-то вечно тоже ем. И все здорово. И так там, все. Никак. Ну, я понимал, что мне нужно, ну, как-то прийти, чтобы голова маленько пришла в порядок. Потому что иначе мне вообще не выбраться будет с этой ситуации. Я думаю, стоит ли вообще это все начинать заново? Либо продолжать. И вот как-то я, да, что-то меня, в общем, вело. И да, вот я попал так в ночлежку и вот начал приходить маленько в себя на какое-то время. Я один из первых попал в проект. Вот там проект был с Хилтоном, да, они отучили меня на повара, я выучился на повара, прошел курсы поваров. И все, я уже начал работать. Уже прошел год, наверное. Ну все, я заскучал по отношениям, во-первых, мне необходимы были отношения. Ну и просто я заскучал. Вот эта вот монотонность, то есть вот это распределение денег. Там получал я там определенную сумму денег в месяц. Все, я ее распределил. Так, это мне на дорогу, это мне на сигареты, это мне там на носки. Я начал потихоньку опять употреблять. Ну, начал с легких наркотиков. Я начал так с легких наркотиков. То есть меня это успокаивало просто, знаете, как-то. И в один прекрасный момент, то есть это уже вышло из-под контроля. Я начал уже потяжелее наркотики употреблять. И в один прекрасный момент мне просто дали тест в ночлежке. И он показал, что у меня было 3 видов наркотики я употреблял. Ну и все, и со мной, соответственно, попрощались. То есть ребята из ночлежки говорят, ну, блин, прям мы не ожидали. Я говорю, ну, прям я и сам не ожидал. Ну, они прям так выставляют на улицу и все. Да, конечно. Да. Но меня спасло то, что я на тот момент работал, у меня были какие-то средства. И все, я такой думаю, ну и ладно, ну и что это поменяло? Ну и хорошо, зато у меня теперь прямо свобода. Переезжаю там к одной даме анонимной, снимаю у нее угол, плачу ей деньги. И в один прекрасный момент она просто приходит домой, короче, у меня там тут бутылочка, тут там бутылочка, тут там, тут. Ну, то есть вообще, она анонимна сама, ей это, ну, у нее это ее на границе безопасности, то есть, как бы, да, и у меня с ней довольно-таки хорошие отношения были, она тоже такая, Дима, я от тебя такого не ожидала. Я говорю, ну, не ожидала, говорю, не ожидай дальше. Там. Мы с ней договорились, что я доживаю до конца месяца и съезжаю, то есть. Эти меня, да, с ночлежки ребята попросили, я думаю, ну и ладно, ну и живите сами. А это мне так, ну и хер, короче, такая с тобой. То есть вот так вот я начал от всех отодвигаться, такой самостоятельный стал, такой вообще куда деваться. Нахожу хостел, приезжаю туда, бросаю сумки и уезжаю на работу. Ну и проходит буквально 2 дня. Я познакомился с ребятами, с кем жил в хостеле. Вот. Мы с ним там выпили с ними какие-то время. И я уезжаю там еще к одному товарищу. В общем, все это заканчивается тем, что я очухиваюсь на следующий день ночью, где-то там, короче, вот так вот валяюсь. У меня нет, короче, ни паспорта, нет. А я помню, что я заехал, снял остатки денег там с банкомата, чтобы прощаться с таксистом. У меня, короче, нет ни документов, нет ни денег опять. Я такой открываю глаза, такой, думаю, раз, такой в карманах нету. Такой, думаю, ну ладно. А я просто отъехал от наркотиков. Когда случается у вашего бывшего выпускника срыв в том месте, которое к вам очень хорошо относится, и которое что-то сделало хорошее, вы чувствуете себя виноватыми за это? Конечно. С одной стороны, конечно, с профессиональной точки зрения опасно представлять себя таким, знаешь, творцом, брать на себя целиком ответственность за другого человека, даже не чужого.
Ты же не Господь Бог. Вот. И на тебе свет клином не сошелся. Но, с другой стороны, мы этого человека как бы рекомендовали, и, конечно, мы отвечаем. Мы честно рассказываем, что такое может быть. Но такое же может быть и с человеком, которого с улицы набрали, и происходит такое. Забухал, не вышел на работу там, или, не знаю, уволился, не предупредив. Мне кажется, что это крутой и какого-то следующего уровня подход, когда, да, ты понимаешь, что кому-то получится помочь, а кому-то не получится помочь по разным причинам. Но помогать-то все равно надо пробовать, иначе никому не поможешь. То есть у вас нет вот этой оценки, там мы смотрим, вот у этого чувака получится выползти, а у этого нет, и мы даже не будем сейчас упираться, просто покормим и все. Слушай, у нас есть только оценка, исходя из того, что мы можем. Мы понимаем, что мы не можем там одновременно заселить 300 человек, потому что у нас там на все приюты всего там, не знаю, 150 мест. И, соответственно, да, у нас есть какая-то очередь, вас мы заселим раньше, вас мы заселим позже, а вас мы заселим всего на 2 месяца, имейте это сразу в виду заранее. А потом как бы придется съезжать, а вас мы заселим, чтобы вот, значит, в интернат для престарелых инвалидов вас заселить, и других вариантов не будет, потому что здесь у нас не дом престарелых, вы не сможете тут навсегда остаться, имейте это в виду заранее. Вот так мы выбираем. А бывает, что сотрудники прикипают к кому-то? Ну, конечно, мы же все живые люди, мы все время, к кому-нибудь прикипаем. Слушай, если это влияет на работу, то у нас есть супервизия, у нас есть руководитель, и в Москве, и в Питере есть руководители у юристов и соцработников, которые, это тоже их работа своим коллегам помогать в такой ситуации. Часто тебе приходится сделать выбор? Помочь, не помочь? Вся благотворительность на этом построена. И самые адские ситуации, когда приходится выбирать, кому помогать. Маленький приют на 15 человек, как мы сейчас в Ленобласти строим для пожилых. Или накормить на эти же деньги там много-много людей, но один раз. И кто-то должен решить. И это дошло до того, что я попадаю, знаете, вот есть такие вот модули, палатки, вот ночные ставят там, вот ночлежка ночевать. И я вот в них, зимой там, где-то в них ночую, где-то там поездил. Есть такая организация, социальная помощь, у них там микроавтобусы, и проверяют на ВИЧ. И девушка, она такая простая, подходит ко мне, такая, пошли, говорит, проверимся на ВИЧ. Я проверяюсь, у меня обнаружил это заболевание. И она такая, говорит, давай, как-то надо с этого выходить. Я говорю, как-то надо. Я говорю, у меня нет документов. Да, Надежда она мне дала, конечно, но все равно какое-то время я правоупотреблял. И это все дошло до того, просто, что я оказался просто в больнице. И в больнице мне становится просто физически не очень хорошо после употребления. То есть я употребляю в больнице, меня выгоняют доктора, это обнаруживают. Где-то сутки-два я прям реально просто ходил по городу, где-то опять по подъездам. У меня, благо, был телефон простой, кнопочный телефон. И она мне звонит. Она говорит, ты где? Почему ты так? Зачем ты так поступил? У меня злость уже, то есть у меня уже злость прямо на всех. И на нее злость. Но мне нужен был какой-то человек. Я уже понимал, что больше обо мне заботу никто не проявит. И она мне такая говорит, смотри, у тебя, времени, полчаса явиться по такому-то адресу. Я говорю, хорошо. Я приезжаю, и вот с того пути началось мое вот это маленечко такое, какое-то более такая осознанная жизнь. На данный момент мне вообще не хочется этих наркотиков. Мы же говорим только сегодня. Я не могу сказать, что будет завтра. Абсолютно не могу сказать, что будет завтра. Тем более послезавтра. Страшно? Нет, вообще нету страха. У меня был страх, когда я где-то там поработал в Москве. Я же там 2 года жил. Меня выгнали с работы. 27 тысяч у меня в кармане. Там документов не было. Я такой сажусь, не знаю, на какой-то парапет. Все, покупаю бутылку, выпиваю одного. И все, я открываю телефон, и мне некому, позвонить. Сказать, братан, давай хотя бы с тобой встретимся, выпьем. Прям мне сейчас даже прям чуть ли не плакать, хочется этого момента. И 5 лет назад у тебя столько было товарищей, даже знакомых, друзей, ты вообще не был никогда один, не находился, постоянно общение, постоянно что-то. А сейчас все. Кто ты? Вообще что ты? Где ты? Кому ты? Не, это было. Если 2 слова. Вы придите к единому, вы озвучите. 2 слова, какие? Я, проехал
Остановку. Нет, короче. Что дальше-то, Дим, будет? На самом деле я сейчас сам не понимал. Страх такой, когда вот проблемы начались у меня с женой, когда я с ней разошелся. И с ребенком, да, он сейчас уже достаточно взрослый, ему 22 года. Я его очень сильно любил, я очень много времени ему посвятил, прям мне нужна была забота, да. У меня нет своих так, как бы, детей. И мне было очень страшно, что он от меня прям отвернется, там, откажется. То есть, что я вот оставил такой как раз момент, что он как раз у него был возраст такой, тоже переходный, он рос. Я прям просто взял и уехал там, да, покинул родной город. То есть, там, ну и ладно, я бы вернулся, если бы вот не этот все моменты. Сейчас вот, допустим, у меня есть такое желание, да, как-то ему сейчас помочь, там, чем-то, да. А я, получается, сейчас несостоятельный вообще человек. Мне 45 лет, и что? Я такой сижу здесь в зависимости. Я маленько пока не знаю, как быть. Что я для себя сделал хорошего в этой жизни? Единственное, что я себе в своих потребностях не отказывал. Вот и все. Но это же не есть для себя. Блин, я говорю, так хочется побыть нормальным человеком. Ну, вы на море-то были? На море был, да. Где были? Был я в Анапе, в Витязево. Это вот мы ездили как раз с женой, и, ну, с ребенком, да, вот она мне свозила. Мы жили на Ямале, там заработали какие-то деньги. Я такая, ты был хоть раз вообще на море? Я говорю, нет, она говорит, поехали, я тебя свожу. Слушайте себя. Вот самое правдивое, что может быть, это вы. Если что-то бесит, то задаю вопрос, почему? Почему? И ищу, где проблему. А внутри себя. А здесь это как бы как тренировка для жизни. Да, у нас есть комплексная программа, то есть уже человек прописывает задания. Мои потери, мои достижения, что я обрел, история химической зависимости, предыстория, первый шаг, то есть принятие бессилия, что я не рулю этой жизнью. Но важнее то, что этот человек прожил часть жизни на улице, или то, что он зависимый? То, что, наверное, он зависимый. Зависимость – это первичное заболевание. Это поломка происходит, наверное, где-то на уровне школы из-за приобретенных интроекций, установок. Когда взрослые навязывают свою точку зрения, а она не сходится с представлением человека, и как раньше, да, помните, тихо, нельзя, не говори, а что люди подумают, а не стукни, а не там не пойди. И человек воспринимать начинает этот мир совсем по-другому, он скован. И вот мы здесь учим, что ошибка не бывает, бывает опыт. Как бы ты ни поступил, это твой опыт. Вот боль – это эгоизм. Нам здесь самое главное, да, это не употребление, мы здесь не лечим от употребления. Они уже, чаще всего приходят из ГНБ, и уже трезвости месяц, 6 месяцев. То есть, если это только из-за употребления, то он должен быть счастливым. Да, не выпивая 6 месяцев, уже должно быть какое-то счастье. А здесь все-таки неумение жить трезво. Почему ты идешь употреблять? Это подавленное чувство. Хочу быть хорошим, хочу угодничать, а себя давлю. Постоянно играю какую-то маску и какую-то роль. А человека нет. А мы здесь, наоборот, вытягиваем, чтобы из личности, которой человек становится... Почему говорят, что рождается ребенок, родился человек? Пошел в школу, стал личностью. Нахватался всяких мнений, идей, как нужно, какой нужен телефон, как нужно себя вести, чтобы быть крутым. Да, вот такая метафора. Отличники направо, а мы, шпана налево. И вот они пошли курить и туда-сюда. Это не стильно, это не модно. Опять же, это не его мнение. Это вот мнение улицы. И когда начинает человек проживать свои чувства, обращаться за помощью, позволять себе ошибаться, он позволяет и другим ошибаться. То есть уже вот это представление ломается. Не бесит, что нужно все время рассказывать о том, что ты чувствуешь? Как не бесит? Бесит. Бесит не только это, порой бесит все, а как бы это, для этого это и сделано. То есть, чтобы вот это вот и перебарывать в себе вот эти чувства. Потому что бесит и окружающий мир порой. С этим же нужно как-то справляться. Для чего мы в этом мире? Для того, чтобы на него беситься, что ли? Я бесилась, если бы мне нужно было незнакомому человеку каждый вечер рассказывать о том, что я чувствую. Поэтому вы и не здесь. Меня это не бесит. Мне просто порой не хочется этим делиться. То есть, просто не хочется. Допустим, особенно какими-то хорошими ощущениями, которые я испытал по дню. Это вот такое одно из мероприятий. И оно работает реально. То есть, человек начинает больше доверять другому и хотя бы общаться. Ты можешь кому-то просто сказать даже. Как столбу. То есть, столб, он не даст ни обратной связи, ничего, да. А здесь ты все равно что-то услышишь. Полезное для себя, не полезное. Что-то возьмешь. Возможно, потом тебе попозже придет осознание, что тебе дали реально полезный совет. Люди, очень все разные, у каждого свой взгляд. Я считаю себя далеко не умным, и поэтому я слушаю всех. Клиент ПР8. Пройдите.
кабинет 1. А сейчас вы где живете? Да неделю. А сколько вот это время, когда нигде не живут? Долго. Ну, с какого года месяца? С 21-го. Сейчас в Москве отношение к ночлежке не такое, как это было в самом начале проекта. Не такое. А благодаря чему? Мне кажется, благодаря времени. На самом деле мы, когда еще пытались открыть прачечную, мы, наверное, переоценили свои силы. И мы подумали, что вот эта работа в Петербурге, которую мы делали 30 лет, она чудесным образом должна перенестись сразу в Москву, потому что в Петербурге ночлежка, такая, наверное, в какой-то степени достопримечательность. Не знаю, в моей жизни ночлежка была всегда. Ночлежка постарше меня будет, поэтому это было несложно. И отношение к бездомности, отношение к ночлежке, оно менялось все эти годы. Понятно, что, возможно, в начале все было тоже иначе, но эти 30 лет прошли, в Москве все-таки их не было. Но при этом Москва, кажется, работает немножко побыстрее, и такой метаболизм в Москве чуть ускоренный, и поэтому не 30 лет потребовалось нам, 1,5-2 года для того, чтобы к нам привыкли и поняли, что ничего страшного у нас нет, и мы хотим только хорошего. На самом деле, когда клиенты приходят, они первым делом берут номерок в очереди, соцработник их фиксирует, дальше человек может обращаться за услугами прачечной и душевой. Люди, которые ждут стирки или душа, они ждут здесь. У них также есть телевизор, есть возможность чай попить. Раньше какие-то такие... У нас были такие околоразвлекательные здесь истории. У нас дежурный администратор нашей прачечной училась на режиссера, и она обсуждала с клиентами, они смотрели кино, все вместе обсуждали потом, от чего, как кажется, что здесь произошло. Такой маленький киноклуб, наверное, происходил здесь тоже. Что дальше? Дальше, собственно, зал ожидания – это та точка, в которой оказываются в первую очередь люди, пришедшие в ночлежку. Человек может пойти к соцработникам, к юристам, человек может пойти в неравнодуш постирать вещи, либо помыться, человек может пойти в пункт выдачи для того, чтобы получить средства гигиены, одежду. Все это находится здесь, собственно, отсюда все и начинается. Да, дайте машине проехать чуть-чуть. Стоим на месте, пожалуйста. А 2 человека будет заходить. На улице или в зале ожидания ждем 12 часов. Зал ожидания попозже открою. Здравствуйте, что хотели? Соцработник. На улице или в зале ожидания ждем. Давайте эту масочку снимаем, выдыхаем. Че, не? Утром похмелялся. 2 бутылки водки выпил. Масочку снимаем. Выдыхаем. Мне что-то обеспечение и какое оденье. На улице или в зале ожидания ожидаем. Там одежда, соцработник. Ребят, чуть подальше выйти, дайте людям проходить. Сколько ежегодно собирает ночлежка? Пользуясь случаем, огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что основной источник наших пожертвований – это обычные люди. Но это все 500 рублей, 1000 рублей, кто-то 50 тысяч принес, но в основном это маленькие пожертвования. Бюджет прошлого года где-то 165 миллионов рублей. И это может звучать как большая цифра, но надо понимать, что мы каждый год помогаем примерно 9,5 тысячам человек. И если посчитать, сколько нам нужно собрать денег, чтобы 1 тарелку супа раздать в ночном автобусе, 173 рубля. Это приехать, оказать медицинскую помощь одному человеку, накормить. В день один раз. Нам нужно всего порядка 30 тысяч рублей. В эти несколько месяцев на одного человека, поселить человека и с достаточно большой долей вероятности эта помощь кончится тем, что человек никогда не вернется на улицу. Вы платите зарплату из пожертвований? Да. По закону нельзя тратить больше 20% на административные расходы. Мы тратим сильно меньше. И мы вообще страшно дорожим своей репутацией. То есть мы за все отчитываемся, можно все посмотреть, потрогать, прийти, спросить. Мы проводим всякие дни широко открытых дверей. То есть мне
тоже кажется, что это страшно важно. Не просто заниматься помощью людям, но еще и рассказывать о том, почему это важно, как ты это делаешь. Потому что в России, конечно, не доверяют благотворительным организациям и вообще кто эти странные люди, которые, значит, там работают. И я, например, в школы иногда хожу и рассказываю про благотворительность, не только про ночлежку, но и про всякие другие организации. Потому что мне кажется, что действительно людям объяснять, что это не психи, не святые, а это мы удовольствие от этого получаем. Хотите немножко удовольствия? Айда с нами. Кать, налей, пожалуйста, еще тарелку там. А хлеба надо? Олеж, хлеб нужен тебе? Да. Черный, белый. Так, дорогой мой человек, держи. Вот если его глянь, пожалуйста, Сейчас, подожди. Получается. Просто еще в перчатках. С собой можно будет брать? Можно, да. А вы контейнер оставите? Да, можно. Можешь чай открыть? Хорошо. Я же занимаюсь ремонтом. Сусью. Еще нальем. Юль, ты где живешь сейчас? У Бурцева. Ну, под крышей ты живешь сейчас, да? Не на улице. да. Молодец. Все. Это все, что я хотел узнать. Сколько вам лет? 42. Сколько вы здесь? Работаю 5 лет. Здесь раньше не было пункта обогрева. Он с 17-го года или с 18-го стоит. Раньше где стоял? Раньше на Расстанной. Я на улице узнал. Что-то ходил. И мне говорят, иди там можно переночевать. Я так удивился. А я уже в Питере года 3 как бы находился, и все, вот меня качало. Я приехал в 2011 году сюда, и все не мог зацепиться вообще ни за чем. Ни за жизнь, ни за пить. Ну, вообще ни за что. Ну, вот мне там где-то на вокзале, что ли, мне сказали, что можно пойти переночевать в пункте обогрева есть. И я пошел, там на Расстанной такая же палатка стояла. И дежурные добрые такие. И утром, когда я уходил, подошел, спросил, а что случилось? Ну, ему так что-то сказал. Он говорит, сходи в ночлежку. А я говорю, что это вообще? Он мне все рассказал. И я пошел в ночлежку. И прям сразу остались? Честно, я как бы вообще был сильно под таким впечатлением, потому что мне помогает бесплатно. С меня ничего не берут, как бы мне дают крышу. И у меня прям там вообще... У меня даже какая-то эйфория даже была. Ну, прям не ожидал. Все. Устроился на работу, сразу же начал работать. Ну и слетел. Забухали, что ли? Да. То есть забухал. А я зависимый, оказывается. То есть, опять же, это благодаря, как бы, ну, эту всю историю я узнал через ночлежку. Почему, как бы, ну, все люди пьют, как пьют, а я выпиваю, мне все время, как бы, ну, плохо. И мне все время нужно похмеляться. Почему? И вот социальный работник такой терпеливый у меня. Она, как бы, сразу видела эту причину. Предложила мне на реабилитацию. Я, как бы, нет, я нормальный человек. Ну, и после этого мне еще понадобилось 2 ската таких, чтобы, как бы, ну, опять меня выселили, опять заселили, опять выселили. А тут, видите, уже греча с тушенкой. У нас греча с тушенкой. Ага. А у кого там музыка-то так шпарит? Сколько здесь? 1 порция, да? Больше не наливаем. Давайте приглушите, а то я сейчас свою включу. Все, тарелка у нас вот здесь. Можно тарелочку просто? Можно. Лучше выключите музыку, пожалуйста. Я уже сказал, все хорошо. Так, друзья, если кто-то уже брал добавку, давайте заканчивать. Нет, второе. А то это не второе, это добавка, у нас просто суп закончился. Можно хлеба с собой взять? Хлеба с собой можно, да. Есть еще те, кто чай не пил? Угостить кто-то будет чай еще? Не. А что ты, Юля, прячешься? А Юля к врачам хочет еще успеть. А можно мне на одного человечка с собой? Коробочку в бык положи, пожалуйста. Все попили чаю. Второе. Ильин, второе будешь, подходи. А он мясной, по-моему, вроде мясной не ест. Ест. А откуда вы вообще родом? Я с Иркутской области. Ого. Как вы добрались-то до Питера? У меня там целое путешествие было. В Калининград, с Калининграда сюда. А как на улице оказались? Вы знаете, я так размышлял, как бы, ну,
Все началось уже с детства, на самом деле. Ну, у меня отец один был, воспитал двое детей. Матери не было. То есть изначально. А что с ним было? Ну, она умерла еще, когда я был маленький. Вот он как бы тянул. У отца была тоже зависимость. Получается, дети алкоголиков, да? У меня были психические, эмоциональные срывы постоянно. То есть помимо как бы, ну, потребления, как бы там, я еще как бы, ну, вот это вот психически. У меня брат помог, он меня забрал. А так как он был в Питере, у меня билет только был до Питера. Был бы где-нибудь в другом городе, но в другой город улетел, поэтому все случайно. А кто вам предложил здесь работать? Я же уехал на реабилитацию до Надежды на горе. Я понимал, что у меня проблемы есть как бы, ну, зависимости. С работы мне не получается, то есть нужно ходить, заниматься как бы внутренним этим миром. Ну, вот этой болезнью, да. Это нужно на группу ходить каждый день. Там, первые дни 90 дней нужно ходить. А еще и работу найти. У меня не получалось совмещать. И, в общем, в итоге, как появилась вакансия уборщика в ночлежке самой, там невеликие деньги, 1010 платили. Значит, я зацепился, думаю, ну, хоть как-то, ну, временно, опять же. Ну, а потом, когда работал уборщиком, у меня вот Аня пришла, координатор Аня, которая сейчас у нас работает. Ну, и мне предложила поработать. Ну, я что-то вышел. Все, как бы там перешел сюда. Тяжелая работа? Ну, бывает момент. И она эмоционально, скорее всего, вот это вот. Ну, и физически, то, что мы ночью тренируем. А ночью нужно что смотреть, чтобы не бухали, не дрались? Ну, да, там не только это, как бы, ну, там, присматриваться к клиентами, там, наблюдать за ними, там. Если видишь, как бы, что что-то не так, вызвай скорую. То есть такие моменты тоже на тебе. Пару людей стесняется подойти, что ему видно, он болеет, например, а ему это неудобно. Или он первый раз пришел, тоже не знает, что делать. Так понаблюдаешь, посидишь, пойдешь, спросишь, как самочувствие, как здоровье. Давай температуру померим. То есть какую-то заботу проявить о человеке. А у вас бывает такое, что вот вы на них смотрите и думаете, я вот тут тоже был? Так, а меня что разделяет от них? Что меня от него отделяет, от человека, от этого? Я и так такой же, как он. И любой человек такой же, как он. Просто все, у человека такая ситуация сложилась. Я просто знаю эту ситуацию, как бы, ну, и с той стороны, и с этой стороны, понимаете? И это преимущество у меня в работе. Конечно, у меня сочувствие каждому. По-человечески оно есть. И когда это утро наступает, я понимаю, что человек утром выходит, идет в никуда. Кто-то уже к этому образу жизни привык, понимаете? Кто-то борется, пытается как-то что-то сделать. Кто-то уже руки на себя как бы вот так вот махнул. И все это как бы, ну, проходит через тебя. И каждому человеку здесь нужен отдельный подход. А у вас есть во что с собой положить? Да, уже взяла. А, взяли уже? Молочко, у меня молока купила. Мне сказали, что нужно кашу с молоком есть. Только тут тушенка. Нормально, что вы туда и молоко еще? Там что-то хандрить так. Валяют ее из дома. Всю дорогу валяюсь. Прихожу вот, и то муха. Угу. Ночью то и дело встаю, начинаю. Тогда я начинаю горячего чая. Или просто кипятка. Иногда чаю не хочу, а кипятка. И вот обложу вот так себя бутылками горячими. Она, врачиха, тоже смеется. Я говорю, она по-другому, я потом тогда засыпаю. Угу. Я толстую еще не нашел, в принципе. Кого? Я думал, дома стелька толстая есть. Нет, вытащил из тех старых ботинок, но она, во-первых... Маловато, да? Нет, она, ну как, она просто уже схудившаяся. Они же промокали. Ну, посмотрю вам стельки теперь. Она тонкая, как бы, во-вторых, она уже вся промокшая. Ну, положил ее, но все равно мало. Гляну стельку. И 41 и 43 разница. Есть, большая. А у вас там теплый носок? Класс. Потому что я уже собирался себя снять, ей подарить. Спасибо, класс. Класс. Да, давай, спасибо тебе. Тем более я их набрызгал туда этого самого антисептика для дезинфекции. Они еще сырые. А вы взяли добавку себе? Да. А вы начинаете чай давать, а если кто-то захочет гречи, вы просто вперехлёст ее положите и все. Боитесь, что обратно сорветесь? Не знаю, Кать. Ничего не думал об этом. Когда как бы подходят такие мысли, как бы она периодически как бывает же там, когда, например, там боль душевная, как бы очень сильная, не знаю, что с этим делать.
Весь опыт, как бы. Есть поддержка, есть инструменты, которые надо делать. Есть группа. Иду, проживаю эти чувства. Я же не проживал ничего. Учусь по новой жить. Вот так по-простому. Трудно? Блин, да, оказывается. Если бы я знал, что вначале я бы даже не вписался. А дайте совет. Вот когда я вижу на улице бездомного, который даже, предположим, просит деньги, что я должна сделать? Что я даже вас спросил, что мне делать. Не знаю. Я не знаю. По сердцу поступить. У меня по-разному было, мне тоже подходит, да? Но, если честно, как бы, когда такие ситуации происходят, я тоже все время вопросом, что делать. Вроде бы я как бы знаю, что нужно дать, тоже знаю, как бы не надо давать. Я говорю, как получится. А вы сами подходили? Конечно. А это сложно подойти? Да. Очень. Ну, для меня было сложно. Мне, чтобы подойти, мне нужно было как бы, нужно было выпить. Чтобы как бы притупились чувства. Взрослый мужик подходит. Как отличить того человека, которому можно помочь, да, вот, ну реально, там, чтобы вот дать руку, он встанет, от того, которому твоя рука это не нужна? Хороший вопрос. Но если я что-то делаю, я ожидаю, что он уже, да, планирую. Надо просто делать. Раз сделать, два сделать. 3 сделать. Вот возьмите мою историю, допустим. Я пришел на ночлежку, вроде все получилось, у меня срыв. Меня выселили. Я опять на улице. Прихожу через какое-то время, там, мне опять дают шанс. Я опять вроде все начинаю, опять все хорошо. У меня опять срыв. Меня опять выселяют. Я прихожу 3-й раз. То есть, получается, если как бы мне руку не подавали 3 раза, я бы, наверное, бы здесь не сидел. В чем вы мечтаете? На море думал уехать, пожить. Вот когда палатки закроются, ну, отработаем сезон, куда-нибудь пожить, восстановиться. А так мечта. Что я думал недавно про мечту. У меня есть, да, были такие мысли, про пару приходили. То есть я же работаю здесь, да? Как бы, ну, за деньги туда-сюда. А я что-то шел, думаю, блин, может быть, будет такой момент, когда я просто буду приходить, как бы, уже не за деньги, а как, ну, уже по-другому, то есть с другой стороны. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот такие вот мысли приходили, кстати, мне. Вчера, когда мы с тобой ездили вот с пунктом раздачи еды, я поняла, что я не могла бы быть волонтером или... Да, как раз хотел тебя спросить про впечатление. Я могу в хосписе полы мыть, я могу там, не знаю, памперсы людям менять, я могу кормить, там еще что-то, могу с детьми там в игрушки играть. Я совершенно не в состоянии отдать тарелку супа и увидеть, как человек уходит в морозную ночь. Это я понимаю. И там я про каждого из них потом вечером думала и понимала, что я что-то не доделала, наверное, там что-то еще. Есть ли в твоей жизни истории, за которые тебе до сих пор даже, может быть, не стыдно, но мучительно? Конечно. Я читала историю про человека на инвалидной коляске, который бухал, и тебе пришлось его выставить я тоже про это сейчас вспомнил. Я буквально несколько месяцев в ночлежке работал на тот момент. Зоя меня попросила как бы поруководить приютом, потому что некому было. И тогда натурально полприюта как бы выпивала. Ну, то есть там кто-то заработал и угощал соседей по комнате. Ни о какой реабилитации, ресоциализации речь не шла. А мне очень хотелось, чтобы люди выбирались. А дальше тебе же надо как-то это решение воплотить в жизнь. Да, был мужик такой очень не раз сидевший, очень авторитетный, руководивший всем процессом, несмотря на отсутствие обеих ног, который, ну, натурально спаивал всю комнату. Его там не раз предупреждали, что мы вас выселим, как бы так нельзя. А он как бы в гробу видал все эти предупреждения. И я с ним поговорил, один раз, другой поговорил. А дальше, ну, я понимаю, что надо что-то делать. И, ну, я понимаю, что вот с одной стороны, как бы это он, а с другой стороны, вот как бы остальные все его соседи, и порядок в приюте. И, ну, бессмысленно там заниматься трудоустройством человека, который бухает. Там, ну, как бы
Какой смысл там восстанавливать паспорт, если он вот, напьется, снова потеряет? И это зима еще, это февраль месяц. И я, как последняя сука, как бы сказал, все, мы вас выселяем. Мы им предлагали в пункт обогрева. Пункт обогрева он не захотел. Он до последнего не верил, что у кого-то есть яйца, чтобы его выселить, потому что я же инвалид. И я до сих пор помню, как он сидит во дворе, вот на Боровой у нас на него снежинки опускаются. И вот ты вот ночь думала, я до сих пор иногда думаю, куда он там поехал. А где вы вообще познакомились? В коммунальной квартире. Это была моя первая комната, когда я выпустился из дома на полдороги. А мне хороший знакомый сказал: слушай, чтобы тебе продолжать двигаться дальше, тебе надо выйти из зоны комфорта. И получилось так, что вот этот знакомый мой, он съезжал с комнаты. И говорит: хочешь, въезжай. Вот, 13 тысяч, говорит, и давай. Я въехал в декабре. Иры еще не было. И в один прекрасный момент просто смотрю, какая-то барышня ходит туда-сюда. Что-то, думаю, интересненько. Заговорили. И так началось наше общение, которое длилось, наверное, полгода. Я вот и так ухаживал. А вы никак? Да я просто общительный человек. Почему никак? И как-то вот поняли то, что мы созданы друг для друга. Вопрос ребром. Да, нет. Я же не знал, что такое любовь, по факту. Не считая той детской, которая, а тут просто в один прекрасный момент я понял то, что, я не могу без нее. Вот все. И начал добиваться, я же в детстве помню, там книги читал, всякие там романтические, прогулки под закатом и все такое, прям и прогулки под закатом были? Были. Пару раз было. Всякие сувенирчики, конфетки, цветочки. Вот, самое интересное, мы по знакомству собирали пазлики. Я очень люблю пазлики собирать. Смотрю, собирает в комнате. Я зашла и начали собирать пазлики. А что он не рассказал? Про маму свою не рассказал. То, что я жил на улице. Не было мне нужды говорить ей. Все. Я сказал, я алкаш. Я алкоголик. А то, что я жил на улице, она узнала из программы. Меня пригласили на 78-й канал рассказать свою историю. Папа был шокирован, что-то 2 раза передачу пересмотрел. Недавно спросила, что сколько классов закончил, что он умный. Я-то думал, скандал будет, как обычно. Крики, сопли, битье посуды. Нет, я в шоке. Я говорю, что делаем? Живем дальше. А почему вы не рассказали с самого начала? Побоялись? Не было нужды говорить об этом. Зачем? Я перечеркнул уже все прошлое. Как вы себе представляете, да? Я подхожу: здравствуйте, Артем, я бомж бывший. Смешно. Я Ире говорю: Ира, задавай мне вопросы, любые, я отвечу на все. И как-то среди ее вопросов не звучало: жил ли ты на улице? Поэтому я, может быть, немного схитрил, но я не наврал. Ир, как Тёма, как отец? Хороший отец. Только иногда не помогает. Где-то я хотела, чтобы он по хозяйству помог, а он убегает с телефоном, или я покурить. А у меня тоже много дел. Я бы хотела потратить время на себя. А он меня не спрашивает: может тебе что-то помочь? Как я вас понимаю. Сложно с ребенком оказалось? Поначалу было очень сложно. Притом, если со стороны не у кого спросить. Я бы не хотел повторить модель отца и матери, потому что я хочу что-то новое, и благодаря этому я учусь. Я на каждый день я узнаю что-то новое для себя, строю свою маленькую вселенную. Ир, вас пугает Тёмина прошлое? Нет. Я все понимаю, что он сорвется. Это надо такое, чтобы произошло, чтобы человек потом заново сорвался, опустился. На группу я его отпускаю, просится. Это на терапию, да? Да, на терапию.
Ну, я поначалу, она говорит, вот опять наша Баша. Я говорю, слушай, ну, у меня есть потребности определенные. Для того, чтобы не оставаться трезвым, мне надо посещать некие собрания. И сейчас она как бы, ну, хорошо, надо, иди. Ну, то есть, как правило, в выходные вечером я на час хожу, ну, плюс дорога. И я благодарен ей, то, что она понимает. Раньше-то я как думал, вот будет у меня квартира, машина, я буду счастлив. А сейчас я понимаю, если я без квартиры и машины не могу быть счастлив, то эти все вещи мне счастья не принесут. В Москве на Плешке, то есть после 3 вокзалов. Ко мне чувак подошел, говорит, хочешь работать? Я говорю, где? Он говорит, ну давай, сейчас я тебе налью. Наливает, ну что, на море. С 9 до 6 будешь работать. Нормально, говорит, все. Я говорю, ну поехали. Садимся в автобус, все, я выпиваю 100 грамм и отключаюсь. Очнулся уже в Дагестане. Мне просто дали понять, чувак, ну вот, кирпичный завод, ты будешь здесь работать. И приплыли. И сколько? Имел здравого смысла договориться с начальником завода, потому что я проработаю с сентября по май без косяков, а в мае я уеду. И он удержал свое слово, я в мае уехал. Также на морковных полях, это Ростовская область, там тоже солнце еще высоко, работает и негры. Также попал. Все синька. И беда в том, что там постоянно наливают. Там вот не было дня, чтобы был трезвый. С утра проснулся, определенное количество алкоголя, причем они рассчитали так, чтобы ты выпил, был в настроении, но не падал. И без этого уже не мог. И все, и пошел утром, обед, вечером, полдник, и постоянно наливают. То есть бабки не платят, а просто наливают? Не, там платили. Сколько я? 11 тысяч получал. При этом высчитывали за сигареты, ну, сами понимаете, и там копейки. В конце моего, так сказать, рабочей деятельности у меня скопилось 1015, может, 20, не помню точно. И мне его вручили, все, посадили в автобус. А там еще проблема выехать из Дагестана без документов. Там 3 поста, калмыцкий, дагестанский и волгоградский. С российским пограничником я прошел спокойно, а все остальное бегал как заяц по полям. То есть то еще приключение. Я должен был пройти этот путь, чтобы понимать то, что я сейчас понимаю. Я очень много уроков выучил из той прошлой жизни. Часто, например, как происходит вообще? Вот человек, да, жил нормальной жизнью в каком-нибудь маленьком городе. Потом из там, экономически неблагополучного региона уехал в большой город. Нашел работу, документы у него есть, там у него осталась семья. Здесь он работает и дальше отработал, например, пару месяцев, и обещали ему за эту вахту, там, не знаю, 100 тысяч рублей. Дальше ему говорят, ну, извини, мы с тобой ничего не заключали, до свидания. Человек оказывается на улице. Дальше вот что ему делать? Вот он остался абсолютно в незнакомом городе. У него здесь нет никаких социальных связей, контактов, да, он не успел ими обзавестись. И дальше выход такой, возвращаться, например, домой, да, но возвращаться тоже трудно, потому что он вроде как кормилец семьи, он уехал на заработки, семья его ждет с деньгами, у него денег нет. Что делать дальше? Он, естественно, пытается что-то придумать, ночевать негде, идет на вокзал. На вокзале его встречают какие-нибудь представители рабочего дома, которые к нему подходят и говорят, у нас есть, значит, дом, у нас есть работа с проживанием, мы платим каждый день, пойдем с нами. И человек уходит и попадает в трудовое рабство. И из этого рабства очень трудно выбраться. Ну, то есть человеку не платят. И, соответственно, он оказывается вот в таком замкнутом круге. И частые наши клиенты, они как раз живут в этих трудовых домах. Вот. То есть в России есть целая сеть рабства? Да, конечно. Сколько примерно человек в этом рабстве находится сейчас? Вообще нет статистики, но рабочих домов, их действительно очень много. То есть стоит выйти на улицу и посмотреть на вот эти вот яркие объявления, визитки, которые висят на каждом столбе возле метро и на стенах. Из этого можно сделать вывод, что их просто огромное количество, этих домов. У вас здесь объявление «Остерегайтесь рабочих домов». Да. Почему? Потому что это рабство, и человек не должен находиться в рабстве. Из тех, с кем вы там были, у кого тоже получилось? Костя Константин Иванович, он сейчас работает на полдороге консультантом. Он мало жил на улице, но, говорит, под мостом я ночевал. И я, говорит, не хочу туда. И он хороший специалист в своей отрасли, он электрик и недавно женился. Также вот Виталик еще не женился, но вроде как бы он сдал на права и сейчас ездит, работает. То есть у него вроде как бы тоже все хорошо. А больше мне на память никто не приходит. Сейчас становичники, я такой стал больше семенином. Я сейчас в свободное время хочу дома провести, а не где-нибудь там в клубах, там, даже в каких-то собраниях. Я крайне редко сейчас выбираюсь.
счастливый человек. Да, потому что я остался жив после того, что было в моей жизни. Я жив, здоров, в здравом уме. Рядом со мной прекрасная жена, ребенок. Что еще нужно? Ира, о чем вы мечтаете? Чтобы ребенок был хороший. Чтобы ей больше повезло, чем нам. Дочь. Мне кажется, у нее будет много интересного. Потому что я, как отец, глубоко убежден, что занимаются воспитанием не те люди. Моя мать меня родила, ей было 18. Ну, по факту, она еще сама ребенок. Чему она могла научить? А мать вас родила, она вообще откуда была сама? Мать с Вологды. У меня путешествие началось еще с самого-самого детства. То есть они мать с отцом. Родился я в Слободском. И потом, когда они поссорились, ну, что-то у них произошло, мать сказала, ну, нафиг, я поехала. Она взяла нас двоих, меня и сестру, и села в один конец в Ухту, то есть на водный поселок. А у нее у самой была мать? Да, бабушки, я любил ездить с бабушкой и дедушкой. Там, конечно, строго было, там в 9, спокойной ночи малыши и спать. А дома у меня такого не было, поэтому как бы я с трепетом и предвкушением к бабушке приезжал. Потом бабушки не стало. Я смутно помню этот период жизни, потому что там уже было у меня все в тумане. Вот это вот все превращается, начинало превращаться все в день сурка. А почему, с чего это началось? Я не знаю, если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы был самым счастливым человеком. У нас с сестрой были одинаковые условия, в которых мы жили. Мы не жили богато, да? Но, тем не менее, сестра, она дома, нормальная, как я называю, да? А я вот такой вот. Почему так, не знаю. И почему я стартанул, я тоже не понимаю. Такой классический беспризорник из 90-х, которые бегали в руки моментом. Таким был я. Ну, а сейчас вы задали хороший вопрос, счастлив я ли я. Я задавался его много раз, ну, уже в трезвости. И только относительно недавно я получил на него ответ, что, ну, не имея, в принципе, ничего своего, а я по-настоящему счастлив. Благодарю Бога, да, за то, что у меня есть такая возможность проснуться. И вообще, в принципе, жить — это дар. И за него надо быть. Даже такой жизни, которую я прожил, ну, там не сахар был, но это все равно дар. Масочки одеваем все. Ковид никто не отменял. Ладно, перестань сейчас проблем. Без всякого случая я беременная вообще. А что такого в горах, что это настолько завораживает? Есть люди, которые могут, вот как ты, бесконечно на море смотреть. Я могу на горы бесконечно смотреть, на облака, которые там под тобой. Просыпаешься, вылезаешь из палаточки, а под тобой как бы вот ровный коврик облаков. С одной стороны вот эта история, с другой стороны, ну, если про альпинизм говорить, это вот желание что-нибудь такое преодолеть, а кроме того, это отличный инструмент какого-то изучения самого себя, потому что здесь ты сильно меньше про себя знаешь, чем там. Ты не знаешь, какой ты на самом деле, когда ты адски устал и тебе страшно. Или ты там, например, можешь разобраться, как тебе на самом деле справляться со страхом, и потом как бы перенести это на всякие другие страхи здесь. В общем, знаешь, это как с любовью. Ты не можешь, на самом деле, рассказать, за что ты любишь человека. Вот с альпинизмом и с горами примерно так же. Альпинизм и ночлежка вообще пересекаются как-то в твоей жизни? Или ты там отдыхаешь от этого и наоборот? Мне кажется, что, может быть, если бы не альпинизм, то у меня бы не хватило куража и безумия, чтобы с головой уйти в благотворительность. Ну, то есть мне кажется, что люди в жизни принимают не так много важных решений. Ну, во многом мы как-то плывем по течению, и мне кажется, что, ну, вот у меня таких решений было несколько, и, скажем, второй раз поехать в горы было одно из них, потому что, ну, ты как бы уже знаешь, что как, ты уже, ну, это как второй раз с парашютом прыгать. То есть, с одной стороны, клево, а с другой стороны, опять холодно, опять в 4 часа утра, значит, просыпаться, вылезать из теплого спальника. Нет, говоришь, не это самое страшное. Это самое страшное. Самое страшное нет, вот это. Нет, вот это для меня прямо самое мерзкое восхождение, да. Я ненавижу вставать, а уж вставать, когда на улице темно и холодно.
в темноте одеваться. Короче, нет, это вот адский ад. К высоте, в значительной степени привыкаешь. Человек же ко всему почти привыкает. Но я последние годы больше скалолаз, чем альпинист. Скалолаза нет, когда ты там выезжаешь на скалы и маршруты там 20-30 метров длиной лазаешь с подготовленной страховкой. То есть это на самом деле гораздо безопаснее, чем любой контактный вид спорта, чем баскетбол, футбол, где все время кому-нибудь там мениск оторвали. А здесь ты, сорвался и повис на веревочке. И это супер безопасно. А в горы я, сейчас пореже езжу. Почему? С одной стороны, потому что времени больше нужно, потому что ехать в горы на неделю бессмысленно. Тебе надо все-таки акклиматизироваться, там сходить в какой-нибудь маршрутик попроще, чем лезть на маршрут посложнее, уже интересный. С одной стороны. А с другой стороны, потому что все-таки погибшие накладывают свой отпечаток. То есть я уже каждый раз думаю, стоит ли овчинка выделки, потому что как ты не тренируйся и как ты все там не своди риск к минимуму, он все равно, это же стихия, ты можешь лезть там, где камнепады сходят очень редко, но они все равно иногда сходят. Или ты можешь выйти супер рано, чтобы лавиноопасный склон пересечь, когда все замерзшее, и лавина в такое время не сходит, но иногда она все-таки сходит не тогда, когда запланировано. В 20 и в 30 ты думаешь, что, в общем, что смерть – это то, что бывает с другими, а уже сейчас понимаешь, что это неизбежная реальность. Смотри, проще будет вылезти сюда. Нет, давай мы не по-простому, не по-сложному, а по-среднему. Тогда полезли вниз. Я буду под тобой и буду тебя... Нет, ты уж слезь, а то вдруг я тебе на голову рухну. Нет. Будет некрасиво. Берешься вот за эту большую хрень и аккуратненько, глядя под ноги, начинаешь просто лазанием спускаться вниз. Вот. Все. А я в сторонку сейчас отойду вот здесь рядышком и буду тебя страховать. Ага. И ты, не прижимайся слишком, ты постарайся чуть-чуть дышать. И... Вот смотри, вот здесь лучше. Сейчас вот так вот. Ага. Все. Чуть выше, ага. Вот тут проблема, что не видно как раз-таки. Да, а ты отклонись немножко назад, вот, не прижимайся к стенду. Вот смотри, Катька, вот здесь, вот, дай ногу. Вот. Ага. Все уже вроде. Ты сама этого Самое захотела. Самое страшное позади. Да. Нет, ты вообще героический человек. Прежде позиция ночлежки заключалась в том, что вы не брали денег у государства, не сотрудничали с ним и не ставили себя в зависимость от каких-то государственных денег. Изменилось ли это и что будет дальше? Не совсем это так, на самом деле. Мы брали государственные деньги, но мы брали государственные деньги в формате конкурсный. Мы подавались на гранты. Мы имели возможность грант выиграть, грант не выиграть. То есть у нас не было государственного финансирования прямого по умолчанию, но если мы принимали решение, что тот или иной грант для нас может быть интересен, и мы можем потратить ресурсы на написание заявки, мы не отказывались от этой идеи. Другой вопрос, что мы понимаем, что мы хотим наш ресурс тратить по максимуму. И мы зачастую выбираем частное финансирование бизнесом вместо государственного, просто потому что это больше стабильность, это больше уверенность, большое количество компаний, большое количество частных жертвователей – это лучше, чем одно государство. Мы понимаем, что какая-нибудь отчетность перед бизнесом для нас внутри может быть проще с точки зрения ресурса, просто элементарно, чем отчетность перед государством. Другой вопрос, что надо понимать, что государству тема бездомности не то чтобы была близка. Это всегда происходило немножечко с таким скрипом. Мы не имеем иллюзий, что мы можем решить проблему бездомности без государства. Все-таки мы можем работать сколько угодно, таких организаций, как «Ночлежка», может быть сколько угодно, но все-таки если мы пытаемся решить системную проблему, мы должны ее решать в том числе на уровне государства. Другой вопрос, что приоритеты государства все-таки меняются, и, наверное, помощь бездомным не главный приоритет. Никогда не был главным приоритетом, но сейчас совсем не в первых рядах, кажется. Поэтому... На президентский грант вы будете подавать? Мы последние 2 конкурса пропустили и не подавались. Что будет дальше, я тут не могу гарантировать ничего. Мы на ближайшее не планировали подаваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас уже были? Нет, впервые. Тогда нужно заполнить согласие на обработку данных.
Сделаем на вас анкету, это будет только на нашей базе, никуда это больше не пойдет. Не против, если мы вас поснимаем? Нет. Спасибо. А в браке состоите? Нет. А работаете? Нет. А профессия какая-нибудь есть? Пейзажист. А дети есть? Дочь. Ну, несовершеннолетняя. Да. С родственниками общаетесь? Нет. А воспитывались в семье, да, получается? Да. В местах лишения свободы были? Нет. Где живете сейчас? На Кировском заводе в Заброшке. А как так получилось, что вы живете? Долгая история, если честно. Ну просто муж умер, ребенок у меня оказался в детском доме, вот нас, короче, выселили. Вот это так получилось, что вот остались в заброшенном доме. Понятно. Вот поэтому и нужна справка. Документы восстанавливать, на работу мне устроиться никуда. Вот. Болезни хронические есть какие-то? Нет. А алкогольная зависимость хроническая? Какой был самый страшный момент в горах у тебя? С одной стороны, самый страшный, а с другой стороны, один из немногих моментов, которыми я прям всю жизнь буду гордиться, видимо. Это там где-то час ночи, мы 20 часов подряд лезли, а потом спускались. Это почти 5000 метров, и, такая достаточно критическая, ситуация. Мы вдвоем с напарником, и мне нужно было подняться по веревке, которая... Мы в тот момент не понимали, насколько прочно она закреплена. Это темень, мы на 800-метровой стене, и она еще, эта веревка, она висела на нависании. То есть, когда по ней поднимался, я не касался стены, я висел . И вот первые 10 метров, когда я поднимался по этой веревке, думая, что вот она сейчас там наверху отвалится, и я буду 800 метров лететь вниз. Это были самые, может быть, страшные мгновения в моей жизни. У меня что-то такое переключилось в башке, и я подумал, что я так умирать не хочу. Вот если оно там оторвется, значит, оторвется. Я не хочу агонизировать вот еще 40 метров, поднимаясь по этой веревке. Я уже спокойно как-то двигался. Ты сразу про себя понимал, что ты будешь заниматься здесь тем же, чем ты занимался в России, то есть благотворительностью? Слушай, я на первых порах, конечно, ничего про себя не понимал. И мне кажется, что это очень тяжелый опыт, но очень ценный, такое какое-то обнулить судьбу и начать все заново. Но при этом я понимал, что я очень постараюсь не работать за деньги и не хочу. Уже много лет не работаю. Ты умеешь работать за деньги. Я умею работать за деньги, но если мне в 30 было неинтересно уже работа в коммерческой сфере, то там... В нынешние 40 уже тем более неинтересно. И при этом, пока мобилизация не началась, у меня не было этой точки приложения сил. У меня накапливалась какая-то новая энергия, но куда ее направить, я не до конца понимал. Я очень много консультировал кучу всяких проектов помощи беженцам, старался им помочь, потому что, конечно, это были люди, и есть прекрасные люди, которые никогда никакой благотворительностью не занимались, которые немедленно начали на все эти грабли наступать. Хочется верить, что немножко им помог. А зарабатывал тем же самым, но консультируя какие-то или западные фонды, или российские фонды за деньги. У меня не было, честно говоря, никакой рефлексии по поводу того, что я теперь никому не нужен, и интервью не берут. В общем, когда мобилизация началась, я понял, что надо делать, и вот я могу помочь конкретным людям, которые не хотят воевать, а их там заметают, или зазывают, или принуждают, или они не знают законов и не приучены совершенно отстаивать свои права и идут в эти военкоматы поганые. И так появилась организация «Идите лесом», и вот мы продолжаем помогать людям не участвовать в войне. И, собственно, как-то я сразу решил, что если мы хоть одному человеку поможем не нажать на курок, то это уже все не зря. Ты говоришь «мы», это значит тебя не один. Меня не один. И, слушай, я вот при всем своем там многолетнем опыте работы в благотворительности, я такого никогда не видел. Мы организацию
у которой стало больше 400 волонтеров. Сколько? Больше 400. У которой уже были соцсети, названия, фирменный стиль, гайды, как кому помогать, подробно. Мы все это сделали за 5 дней. Не знал, что так бывает, и это все произошло только и было возможно только благодаря тому, что появилась некая точка сборки, и пришло множество людей, волонтеров, дизайнеров, волонтеров айтишников, волонтеров психологов, просто волонтеров, которые быстро обучились по вот составленным нами гайдам людей консультировать. И для меня, и для многих вот нынешних моих коллег это отчасти благотворительность, а отчасти такое гражданское сопротивление. Это наш способ дать этой преступной власти сдачи. Для отдельных людей, понятно, благотворительность в целом стала такой штукой, куда люди уходили с головой в попытке обрести какую-то, наверное, субъектность. Я ничего не могу, я ни на что не влияю, я не понимаю, что происходит. Волонтерство, либо не волонтерство, а просто какая-то поддержка финансовая благотворительных организаций стала такой точкой, где люди смогли почувствовать себя отвечающими за что-то. Это в большей степени, наверное, про людей самих. Я пытаюсь спасаться таким образом. Я правильно понимаю, что эта прачечная сделана по образцу и подобию прачечной в Петербурге? Да, но мы вообще в целом все наши проекты пытаемся повторять по возможности. Просто она здесь замкнулась не только на прачечную, но и душевые тоже здесь находятся. Это то, откуда должна была вырасти ночлежка в Москве. Нам казалось, что, заходя в Москву, прачечная – это такой самый простой проект для открытия, но жизнь опередила мечту, и получилось немножко иначе. Я не думаю, что сильно отношение поменялось к бездомности в 2022 году. Более того, кажется, фокус сместился, то есть та работа, которую мы делали в отношении бездомных, и то, чего мы рассказывали, наверное, стало уходить на второй план, потому что появились, например, беженцы. И беженцам стало понятнее, зачем помогать, и связи все-таки между беженцами и бездомными ее не было. И, наверное, такое полноценного понимания, что и те, и другие потеряли дом, так или иначе, его, наверное, все-таки не сформировалось. Более того, его не сформировалось и в глазах самих беженцев, потому что мы на первом этапе думали, что должен быть какой-то всплеск. Беженцы должны приходить в том числе к нам, потому что мы оказываем те услуги, которые должны пользоваться популярностью у беженцев, но этого не произошло по разным причинам. С одной стороны, кажется, человек, беженец, приходит к нам, видит, что здесь проект помощи бездомным, и он не может себе проассоциировать полноценно с бездомностью и с бездомными. И поэтому с большой долей вероятности он развернется и уйдет. Потому что, кажется, это не для меня. Хотя мы также могли ему предоставить одежду, возможность помыться, возможность постирать свои вещи, восстановить документы, предположим, или получить документы. Но этого не случилось. Мы думаем, почему и должно ли оно случиться. Я все думаю, на какой же удивительный крючок государство подсадило благотворительные организации, да, что оно приобрело их молчание взамен на их возможность помогать. Так просто? Слушай, отчасти да. А с другой стороны, смотри, вот было письмо от множества благотворительных организаций. В самом начале войны. И все довольно твердо высказались против войны. То есть мне кажется, что вот до какого-то момента благотворительность оставалась прям последним каким-то островком, где гражданское общество еще могло что-то сделать и могло как-то свободно высказываться. Сейчас уже, очевидно, это не так. Сейчас, если ты хочешь делать дело, то делай его молча или делай его поддерживая. Я вообще думал о том, что вот много лет благотворительные организации делали на самом деле одно общее дело. Мы немножко обогревали этот безжизненный космос за окном. Космос, где никто особо никому не доверяет, где, оказавшись там бездомным, ты не ждешь ни от кого помощи, или там сам столкнувшись с онкологией, или не знаю, с сиротством. И мы, кажется, этот космос хоть на несколько градусов подогрели, потому что все-таки появились эти горизонтальные связи. Конечно, не все бездомные могут рассчитывать на то, что им кто-то поможет, но все-таки некоторые могут. А потом пришли вот эти мудаки и начали эту преступную бойню и
просто уронили эту температуру еще там на 50 градусов. И, конечно, обогревать и отращивать все это заново будут снова не они, а будут снова неравнодушные люди. Сложнейшая этическая задача, с которой столкнулись руководители всех благотворительных фондов в России, о том, что они помогают людям, они делают хорошее дело, но сегодня в России, чтобы помогать людям, нужно или поддерживать, или просто молчать. Угу. Нельзя говорить против, потому что пострадает твое дело и твои подопечные. Так и есть. Ты разговариваешь с этим руководителем, да это же твои коллеги. Да, конечно. И мы все очень стараемся друг друга поддерживать. Я периодически какие-то картинки там грузинской природы шлю. Там одной, не буду называть, известной благотворительницы, которая очень как-то тоскует в Москве. Но это адский ад, и это очень тяжелый выбор. И здесь нет никакого правильного решения. И тяжелый выбор, с которым каждый встречается face to face. А стоит это того? Стоит ли молчание и, например, получение государственного гранта, помощи тем людям, которым больше никто не поможет? Ведь государство, оно выбирает, в общем, танки, да, а не помогать своим старикам и детям. Я даже абстрактно не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я не готов осудить руководителей тех фондов, которые продолжают получать государственные гранты. Давай не будем забывать, что госгранты – это деньги из бюджета, то есть деньги налогоплательщиков. Избитая фраза, но это так и есть. Люди продолжают, делать свое дело. Ты знаешь, у меня был интересный разговор с одним белорусским меценатом, и он мне говорил как раз, что они выбрали стратегию молчания, потому что, если у тебя там условный детский дом, то ты не можешь в подвале укрывать партизан во время, войны. Это его слова. И я очень понимаю эту его позицию. А через неделю после нашего с ним разговора в Беларуси закрыли просто все благотворительные организации. Почти все, в том числе там парочку детских хосписов, и в том числе вот ту организацию, не буду называть, которой я помогал. Я его понимаю, и понимаю, что и такой подход ни от чего не страхует благотворительность, ты можешь молчать, а потом тебя все равно закроют, а может быть и не закроют, и все ты делал правильно. Это увлекательный вопрос, на который нет ответа. И я нежно люблю такого философа Григория Померанца. Он это называл грех действия. То есть ситуацию, когда у тебя нет хорошего выбора, тем не менее кто-то должен сделать шаг вперед. Вот этот самый грех решение взять на себя. И промолчавшие, и не промолчавшие этот грех на душу берут. И я его взял тоже, потому что мне очень было тяжело, что я в такой адски тяжелый момент бросаю, по сути, своих коллег разгребать все то, что осталось, и все то, что продолжает падать сверху. Что должно случиться, чтобы вы перестали заниматься ночлежкой? Чтобы я лично перестал заниматься? Или чтобы мы все перестали заниматься? Я думаю, что все. Тут речь идет о целесообразности существования самой организации. Надо понимать, что мы не имеем иллюзий. Проблема бездомности решена быть не может. Бездомные будут всегда. Какой бы система ни была на государственном уровне, сколько бы ни было благотворительных организаций, бездомность будет. Другой вопрос, что человек, который оказывается на улице, должен в минимальные сроки иметь возможность получить помощь. И мы как имели своей глобальной целью построения доступной системы помощи для любого человека, который оказывается в беде, так имеем эту цель. Сколько времени на это уйдет, тут уже загадывать как-то, наверное, невозможно. Построение системы помощи. Гришина репутация, его отъезд, его заявление, они рикошетят по вам? Наверное, нет. Ночлежка в том виде, в котором она существует сейчас, это во многом Гришина заслуга, конечно. То, в каком виде и в какой форме Гриша принимал ночлежку 10-11 лет назад, и в том виде, в котором он ее оставил, это, конечно, небо и земля, это абсолютно разные организации. Тот факт, что после довольно резкого ухода Гриши команда осталась, команда не развалилась, мы не закрывали проекты, и мы продолжили работать, мне кажется, это много говорит о том, какую систему Гриш построил. То, насколько Гришины какие-то заявления рикошетят на ночлежке, честно говоря, взвесить довольно проблематично. Зачастую тяжело найти такую единственную причину того или иного действия. Мы не можем... У вас есть проблемы? Я думаю, что полноценных проблем у нас нет.
Но когда ты слышишь, что говорит Гриш, или читаешь его нынешнее заявление, ты скорее думаешь: ой, блин, Гриш, помолчал бы ты, чтобы нам хуже не было. Или ты скорее думаешь: черт, как я тоже хотел бы так говорить. Бывает по-разному. Гриша, наверное, имеет право на то, чтобы сказать то, что он думает. То, что Гриша столько лет ночлежкой руководил, не заставляет его быть таким рабом ночлежки. Я думаю, что перед тем, как сказать ту или иную штуку, Гриша думает, а не ударит ли это по ночлежке. Мне хочется верить в то, что он делает все-таки и говорит осознанно. Но бывает по-разному, разумеется. Иметь возможность говорить – это всегда лучше, чем не иметь возможности говорить. Я ужасно рад, что ночлежка продолжает работать. Я, собственно, и не сомневался, и много лет старался сделать так, чтобы все работало и без меня. И там есть прямо крутые люди, которые сейчас ночлежкой рулят. Я уже вне того, что делает ночлежка, и все равно как-то все время думаю, а не прилетит ли за мою позицию организации, в которой я уже не работаю, потому что там то какие-то повестки Следственного комитета придут, то Центр меня разыскивает. То есть они там продолжают суетиться. А что ты шапку не носишь? Какую? Теплую, которую. У меня еще есть красная с бомбоном. Красная с бомбоном. А ту помнишь, которую я тебе давал? На Новый год, когда ты с парнем, с маленьким пришла. Это соседский. Носи ту, та хорошая. В принципе, всех покормили вроде. Сейчас, если князь не прибежит, то всех покормили. Как думаешь, ставки будешь делать? Князь придет? Я думаю, не придет. Я тоже думаю, не придет. Не княжеское это дело. А мне ставить не на что, у меня жилье метро только. Вот его и поставишь? Я просто, видишь, Гриш, боюсь, что Игорь Валентинович у нас ко второму акту пойдет, как обычно. Чаек сюда? В Большом Аида дают. Ты можешь назвать те вопросы, по которым человек может обратиться в благотворительный фонд «Дети леса»? Значит, любой человек, который военно обязанный и при этом не хочет воевать, может обратиться к нам за помощью. У нас есть консультационная помощь, юридическая, психологическая, просто пообщаться и в этом стрессовом состоянии посоветоваться с кем-то, это уже ценно. И вот пришла повестка, должен ли я идти в военкомат, а что делать, если я не хочу идти в военкомат. Дальше мы помогаем людям, которые уже оказались или на сборных пунктах, или в частях. То есть в этот момент тоже еще можно помочь? Можно помочь. Есть легальные способы. Мы советуем людям и помогаем людям составить заявление на альтернативную гражданскую службу АГС. Часть людей мы таким образом вытаскивали со сборных пунктов, например. Часть людей просто это все замедляло, и у человека появлялось время решить, а не хочет ли он, например, дезертировать и уехать за границу. И мы помогаем и с тем, и с другим, и дезертировать, и где-то скрыться на территории России. И там снимаем людям хотя бы койку в общежитии, чтобы они не жили по месту регистрации. И помогаем людям уехать за границу, в том числе нелегально переправляем людей в разные страны, не буду говорить какие. То есть я окунулся в такой, знаешь, чудесный мир контрабанды. Теперь знаю, сколько стоит, значит, переправить человека через ту или иную границу. Ну, еще каких-то... Насколько, кстати? Слушай, в Беларусь совсем дешево, 15 тысяч рублей, и ты проходишь Россию, границы Беларуси, там, через речку и через лес, натурально. Вот. А из Беларуси проще улететь. Другие страны подороже, но про них не буду рассказывать, потому что, это же, по сути, нарушение закона двух стран, не только российского закона, но и закона той страны, куда человек въезжает. Люди, которые работают в благотворительном фонде «Дети лесом», они находятся в России? У нас есть 7 сотрудников, которые там хоть какие-то деньги получают.
И вот все эти сотни волонтеров, мы сразу решили, что это все будут люди, которые не находятся в России, чтобы не подвергать риску людей. И, кроме того, у нас волонтеры имеют доступ ко всякой IT-инфраструктуре, к базе данных, к этому телеграм-каналу, куда люди обращаются за помощью. Соответственно, просто небезопасно, чтобы у людей из России был доступ к этой IT-инфраструктуре, потому что самое страшное – это подставить тех, кто к нам обращается за помощью. При этом, к моему удивлению, как только мы запустились, стали стучаться люди, говоря, что, ребята, а нет ли у вас листовок? Давайте я в своем городе развешу листовки, проведите лесом, чтобы люди знали, как уклоняться от мобилизации. Уж на что я человек с твердым сердцем, но оно все равно разрывалось, потому что стали писать люди, говоря, я вот тут живу рядом с казахской, например, границей, давайте я готов раз в месяц несколько человек переводить нелегально, вы сохраните мои контакты, но удалите это сообщение. То есть люди понимали, что они делают и что им светит, если, не дай бог. Но все равно писали и пишут, и у нас такие волонтеры у нас в России есть, и за них тоже очень тревожно, но, с другой стороны, это их способ как-то кому-то помочь и дать, опять-таки, сдачи этой преступной власти и хоть немножечко внести свой вклад, чтобы эта война поскорее закончилась. И, кто я такой, чтобы им запрещать эти листовки развешивать, тем более, что запретить невозможно. Сами развесить. Сколько обращений вы получаете ежедневно, в ежедневном режиме? В среднем где-то 50-60 в день. Но мы готовимся к тому, что на войне кто-то должен умирать, а значит, они снова будут призывать людей. И мы это время сейчас используем, чтобы подготовиться к этой следующей большой волне. И чтобы через большее количество границ мы могли людей увезти, большее количество шелтеров людей спрятать на территории России. В общем, чтобы как можно меньше людей приняли участие в этой войне. У нас очень быстро набрались несколько десятков тысяч подписчиков в наших соцсетях. В Телеграме главным образом. Нам часто пишут родственники уже призванных людей и дальше подключают человека, который из части... его забрали, он не понимает, что он тут делает, и это адский стресс, понятное дело. Как сбежать, а что будет, а сколько дней я могу отсутствовать, прежде чем уголовное дело заведут, а сможете ли вы успеть меня вывести? То есть сейчас, конечно, много таких сложных историй, уже не просто... Расскажите, что делать, если мама за меня подписала повестку, а я уже дезертировал, помогите выехать. Значит, я уже в госпитале, и осколочное ранение руки через неделю заживет, меня снова понятно куда отправят, я совершенно не хочу воевать, помогите. То есть уже такие совсем сложные обращения. И при этом я, когда в ночлежке работал, нам периодически, как ты понимаешь, прилетало за... в терминологии наших оппонентов за избыточный гуманизм. Что вы бомжам этим помогаете, пусть сами выбрали, сами виноваты, это вся чушь. А сейчас нам с двух сторон прилетает. Нам прилетает и за избыточный гуманизм, от украинцев прилетает, потому что, а что вы этим помогаем, которые сами в военкомат пошли. Это с одной стороны. Я, например, публиковал историю заключенного, которому мы отказали в помощи, потому что у него серьезный срок, завербовался в ЧВК «Вагнер» и хочет, чтобы мы ему помогли уехать. И тут мы решили, непростое было для нас решение, но мы решили, что мы все-таки не проект, который помогает сбежать из тюрьмы, даже российской, и немедленно получили за то, что мы недостаточно гуманистичны. А где та грань, когда ты или кто принимает решение о том, что мы не будем помогать? Мы сразу решили, что мы помогаем всем, кто не хочет принимать участие в войне. Нам не важно, каких человек придерживается политических взглядов, хоть у него «З» на лбу вытатуировано. Если он не хочет стрелять в украинцев, то мы поможем ему не стрелять в украинцев. То есть даже если прежде он стрелял? Даже если прежде он стрелял, а теперь передумал, мы
постараемся, чтобы нашими силами на один хотя бы выстрел в сторону Украины было меньше. Ну вот есть ситуации, когда, скажем, к нам некоторое время назад постучался человек, который честно сказал, что он бывший ФСБшник, а теперь его, значит, мобилизуют, вот не можем ли мы ему помочь. И его надо было нелегально вывозить. И тоже очень тяжелая история, потому что, ну, окей, вот как бы мы решили, что мы всем помогаем, кто не хочет стрелять. А вот готовы ли мы помогать бывшему ФСБшнику? И мы, с одной стороны, решили, что да, мы готовы, а с другой стороны, мы не готовы подвергать дополнительному риску вот проводников наших, которые выводили бы этого человека из страны, потому что, ну, это всегда очень сложный момент понять, что это незасланный казачок. И что, он остался в России? Мы ему рассказали, как самому выходить, и он сам вышел без проводника. Деликатный момент. Откуда у вас деньги? Слушай, у нас ничего такого деликатного. Я всегда как бы топлю за полную прозрачность. Мы все выкладываем. Нашел 2 меценатов на старте, которые предпочитают оставаться анонимными. Это россияне, люди, которые как бы сейчас за границей, которые дали мне каждый там по $15 тысяч, на которые мы стартовали. А дальше это все пожертвования. И в основном это пожертвования из России. То есть люди... Не боятся? Люди боятся. Люди пишут, что они боятся, но все равно переводят нам деньги. Я боюсь, и я не знаю, что там дальше будет, но вот вам мои там 500 рублей, и удачи вам всяческой. И у меня натурально, конечно, сердце каждый раз разрывается, потому что это вот мне написала на днях пенсионерка. Она написала, что вот вам 500 рублей. У меня муж моей дочери дурак, и вот, значит, сам... собирается идти по повестке в военкомат. У них 2 детей. Я уверена, что сейчас он туда пойдет, а потом, значит, ему ваша помощь понадобится. Вот, как бы, вот вам мои 500 рублей. Спасибо вам за то, что вы делаете. Что в Тбилиси тебя удивило больше всего? Я начал сюда приезжать лет 10 назад, и у меня странным образом, буквально в первые там, часы пребывания в Тбилиси, у меня почему-то сразу было ощущение, что это какой-то, ну не сказать родной город, но чужой город тоже не сказать. Вот почему-то я как-то очень, мне здесь сразу было уютно и тепло. Удивило, да черт его знает... Ну, наверное, люди меня удивили и продолжают удивлять, потому что как-то я в мрачном и таком зашторенном Петербурге, ну, когда ты идешь по улицам, и как бы люди не улыбаются. Ну, это не в наших привычках. А здесь все, конечно, очень открытые, теплые, и при этом все равно есть какая-то интеллигентность. А ностальгия? Ну, по городу Петербургу у меня есть ностальгия. А в остальном северную природу я в гробу видал как бы всю свою жизнь. Вот, и все эти мхи и лишайники – это не мое. Ноябрь в Петербурге просто самое вообще антигуманное, что выдумал человек. Как Саша Черный писал, 8 месяцев зима, вместо фиников морожка. Как бы я не скучаю ни по зиме, ни по морожке. А вот по каким-то каналам, набережным, музеям, да, скучаю. Ну и по людям скучаю, но мне кажется, 90% моего, если не больше, моего какого-то круга общения этот какой-то событийный взрыв раскидал по миру. И продолжает раскидывать, потому что эти какие-то... Эта детонация продолжается. Я боюсь, что ближайшие лет 10 будут мрачным очень временем для России, к сожалению. Что будет после смерти? Понятия не имею. А ты бы что хотел? Я бы хотел быть клоуном. Справедливость или милосердие? Милосердие. Правду или безопасность? Конечно, правду. Ну, мне кажется, в общем, ответы на эти вопросы, хочется верить, подтверждаю тем, то, что не делаю. изменилось, да? Я думаю, надеюсь, что и не изменится. Но за это время у нас вырос новый вопрос: Родина или истина? Истина. Конечно, истина. Ну, и это всегда будет на совести моей Родины. Здесь кушаете или с собой? Я хочу и так, и так. Здрасте. Спасибо. Здрасте.
Полина Ивановна пришла. Сейчас сделаем. Все, Рич, давай, пока. Берегись.